Приветствую всех. Так. Я уже недели 2 не записывал, не играл в диско Elysium. Потому что недельку болел, а потом просто как-то восстанавливался, можно сказать. Может, не то настроение было. Успел пройти 2 игры. Elysium — это типа Frostpunk в космосе. Но эта игра гораздо проще сделана, такая чисто для тех, кому Frostpunk понравился, и космос тоже интересен. И игру, которая клон Баннер Саги, но тоже похуже, как в моем вкусе, похуже, чем Баннер Сага. Ее я тоже прошел. И эти обе игры, я думаю, даже для записи не гораздо хуже подходят, чем диску. И их быстренько прошел. Сейчас еще в Mad Max поиграю, но он точно тоже, мне кажется, скучноватый, скорее для фанатов. Мне как раз сеттинг Макса нравится. И вот дошла очередь до диска. Надо вспоминать все. Я вроде берег обследовал. Отвык я от диска, надо опять все вспоминать, хотя тут особо и нечего. Доски скрипят под твоим весом. У меня уже почти Новый год. Лестница ведет к иску рыб, снующих в водорослях. Но видос я, может, выложу уже в новом году только. Как получится. Посмотрим. Здорово. Hi, officer. Женщина в дождевике стоит на причале, оценивающе смотрит на перевернутую лодку. На берегу у нее висит меч в ножнах. Интересно выглядит. Какую-то актрису будто бы напоминает. У нее крючки. Это стильно. Anything I can help you with? Это здесь обстоятельства. А где мы находимся? Fishing village on the seashore. This place doesn't really have a name. It's sometimes called Elysium. Почему? The sign on the street leading here is illegible. Has been since they built this place. У меня есть вопросы. Первый, как твое My имя? name is Lillian. People call me Netpicker. I think I have time for questions, and that was actually the second one. Indeed, you're always confused as to your... Ask her about the cool sword. Helps to break the ice. Отличный меч, указательно ножна на ее бедре. Есть у нее история? Fortunately, the factory sold this one with a 3-year warranty instead of a story. It's to intimidate folks mostly. Погоди, а ты знаешь, как с ним обращаться? Really, I know some basic moves, and I know it sure as hell beats a knife when you're in a tough spot. Или довольно грозно. It's a regular mass-produced sword, like a shovel or an axe. Nothing fancy, just for intimidation. Зачем тебе пугать From людей? time to time, people need a lesson in respect. That's just the way it is. Back in the day, I caught the eyes of many men. And believe me, men need a lesson in manners from time to time. Могу я одолжить этот No, меч? I'm afraid not. Tempting to confiscate the blade I used to keep these animals in check, it would put me in an early grave. Это так эффективно. Почему больше женщин не What вооружается? makes you think we haven't? The truth is that almost everyone in this life is scared and tired and stupid and too dull for that. That goes for men too. But they put on an act for us. Pretend like everything's good and living in shit doesn't bother them. Like anyone falls for that. Я надежный мужчина, ты можешь мне доверять. Узри, указательная гримаса. Она встречается с тобой с глазами и неожиданно начинает хохотать. Смех у него хриплый, как будто она давно уже не смеялась. Bad. Найди себе другой объект для насмешки, Николу. Нравится? Sure. Еле слез серьезность. Такое впечатление, что ты можешь победить все ужасы этого мира с такой застывшей ухмылкой. Она вроде считает. Like a shield. The traces of her laughter. Голос смеха все еще можно разглядеть в ее глазах, но они быстро исчезают. Так куда делись эти мужчины? Some went to patch their wounds, their lesson learned. Others were more thick-headed. And one of them,
I ended up marrying. Погоди, ну почему, если они твердолобые? Yes, I enjoyed the way he bled. Выражение лица не меняется. Сложно сказать, шутит она или If it нет. is, then why the melancholy? А где сейчас твой муж? Gone. Гон. Покинул тебя? Трус, я бы никого никогда не оставил. Good for you. Он тонул. He, however, was lost to the waves. It's been quite a while now. Печально. Как это Who случилось? knows? Maybe he fell over. He didn't respect the sea. Went out there, drunk like a skunk, and sure enough, one day the boat was found floating empty. Да. A bloated corpse turned up 2 weeks later. Now, before you tell me how sorry you are for my loss, know that it was 4 years ago, and I've moved on. There's only so much mourning you can do for a drunk with Мир ничто, срал я на sinewy смерть. muscles. Да смерть ничто, срал я I на don't. смерть. But us working folk don't have the luxury to be bedsick with melancholy. I buried him, mourned for an appropriate amount of time, and went on. Life didn't really change that much for me and the kids. Она бросает взгляд в сторону деревни, где двое ребятишек играют с чем-то похожим на камни. This is neither a Эта тема, мне кажется, не touchy nor трогательная, a не very интересная. interesting topic. She looks like she's Похоже, она ready to готова go on отправиться на dates свидание с with другим, another гораздо лучшим better алкоголиком. alcoholic. Поинтересуйся, он бы это не повредит. Both of you could need some action. Do it! Hit on the widow! It's the right thing to do! А не поступок. Лол. Из-за присутствия Скима ситуация довольно неловкая. А тут твоя лодка, указать на перевернутую Sure лодку. is. The sun, I call her, coated with a fresh layer of tar just yesterday. It'll take some time for it to dry, assuming the sunny days continue. Солнечная погода, поймать снежинку в ладонь. Aye. Sunny Ай. days. You got a problem with that? No, ma'am. We have no quarrel with sunny days. Good. It would have been bad news had it turned out it wasn't a sunny day. Bad news for the skiff, bad news for the nets, bad news for the kids. У него голос, акцент, словно чем-то похож на Куна, отдаленно. There's a moment's silence. She looks at the slush-like rain thing melt on the yellow belly of the boat. Когда думаешь, лодка будет готова? In time, when the sea turns and the winds settle, she will be ready. Waves wash the sand. Волны омывают песок. Далеко-далеко по гладкому зеркалу моря скользит Far away from ялик, одинокий пассажир, a быстрое lone судно вдали, passenger, белые a паруса. fast sloop in the distance. White sails. My prediction. По моим расчетам, понадобится не меньше 2 дней. Чем ты тут Like I занимаешься? said, fish mostly. Sail the waves, take care of the kids, pick nets. Right now, I'm tarring a little skiff. Что еще? I sell the fish to people in the Delta to serve at their fancy restaurants. Authentic insular Indian cuisine. Этого хватает на жизнь? Sometimes I also walk to the beach to see what the sea has given up. The sea is full of surprises. Keep it professional. Будь man. профессионалом, не Don't скатывайся make во it флирт. sound like you're hit. This is what is called a Это называется conversation. беседа, сейчас не You обязательно don't быть have to be настороже. guarded right now. Прогулки по пляжу — это довольно романтично. Oh, very. Нахожу осколки стекла, Finding обломки pieces дерева. of glass, bits of wood. Every once in a while we get dead bodies. Human, animal, fish, Lol. other sea creatures. A mine washed ashore once. What else? Bottles, drugs also, lost cargo in general. Most of the time it's just wood and glass. Very romantic. All right. Так, Major сейчас важный trust. момент. Ты можешь спросить только о чем-то одном. Будет странно, если ты будешь проводить опрос по каждому пункту. Выбирай саму. Choose wisely. Наркотики, мне нужна больше информации, спец. Это место выглядит неважно, почему ты не уйдешь отсюда. Я хочу все спросить. Мне нужно больше знать о человеческих телах. Well, you're barking under the wrong tree then, officer.
I have no interest in floaters. Seen enough of them in my life already. Very unattractive bunch. Yeah, maybe steer clear of the things reminded her of the floater she used to be married to. Just saying. Серьезно, мне дали только одно спросить. Грустно. Я кое-кого ищу, может, ты сможешь Let's помочь? see. Who are you looking for? Пропавших криптозоологов. I don't think I know what these are. Care to elaborate? Это искатели животных, которые нелегко найти. Aha! Like snowmen. Снежные люди, никогда таких не Two old слышал. guys have been wandering around here, nose in sand, talking nonsense about snowmen and the like. Что такое? Right. Not only snowmen, also green men, monkey men burning rhinos. You get the picture. Oh, you're getting it. And it is gorgeous. Куда они You отправились? know. Further down the Точно не peninsula, знаю. I guess. Дальше вглубь полуострова, я that's where they полагаю. were В всяком случае, они ушли в том What else are you направлении. looking for besides snowmen? Мы уже из рабочего Yeah, класса. I'm not really looking for that anymore. Not much into the middle class ones either. Could do with some landed gentry, but apparently they don't make those anymore. Может, не для меня. Его жена попросила заняться поисками. Wish I could help you with that, but I haven't seen your working class husband. Maybe I can help you find someone else. She seems genuinely sorry for not being able to help you. Больше Well, никого не how can I ищу. assist you then, officer? Будем говорить про письмо. Calm down soon. I can feel it. The wind is turning southeast. What's on your mind, officer? Кстати говоря, это моя мотокарета утонула в море. Oh, that's good to know, I guess. Why is it in the sea? Это инсталляция «Облизать губы». Очень концептуально. An installation. Us poor people are stupid and don't get installations. All I see is a heap of trash. This actually calls for a funeral, I think. Предлагаешь почтить память о моей бывшей мотокареты? Feels deserved, don't you think? Falling in the line of duty like that and all. Какая странная мысль. Может быть, Why стоит. not? Our things are a part of our life world. They're made with our human sweat and they share human history. We should care about them as we care about humans. To some extent, at least. Life world. Someone's been reading up on last century Gottwaldian philosophers. Play it cool now. Ладно, в деле на организации похорон требует много времени и усилий, так Oh, ведь? yeah. You won't even be able to get it out of the water before early June. And where are you going to bury it? Who to invite? What music to play at the wake? Take it from someone who's been through a few funerals. It's easiest to just leave them there and let nature take care of it. That's all we have time for right now anyway. Come back here in June and see how you feel about it then. It's not like it's going anywhere. Жаль, что нам не удается выполнить несерьезных побочных заданий, как, например, восстановление проклятой торговой зоны или... Yes, that is a pity. But for now, let's focus on the things we do get to do. Like the murder Лейтенант investigation, смотрит на for тебя example. почти нежно. You like the Capri funeral idea? Кек. Меня попросили получить твою подпись, передать you? конверт. This says by signing, I agree to living with construction noise. What exactly is the Union building? Враг хочет построить на территории деревни молодежный What центр. a nice idea. Wouldn't have thought that. She sounds Судя incredulous по голосу, он about the скептически niceness настроен of по the поводу idea. этой заботы. Что подумать? That Evrart and the Union have nice plans for anything. I thought they only cared about themselves. Well, I guess Union members have children too. And those members have a vote.
when electing the head of the local chapter. Ага, впрочем, не стоит подписываться с Aye, if you бумаги. say so. Probably better that way. I mean, who likes construction noise? Ладно, мы подумаем еще. А это потом лучше. Так, секундочку. Так. Окей. Свиданку потом с ней попробую устроить. А сейчас... Детишки, привет. The scruffy-haired little boy kicks a stone. He can't be more than 5 years old. The other one looks indistinguishable from him. He watches his brother kick the stone with his tongue lolling out of his mouth. Вас, ребята, друг от друга не отличить. The stone-kicking one becomes frantic all of a sudden, as if that's something to be scared of. The obvious fact that you just stated. He looks just like me. Да, это я и The сказал. boy doesn't answer. His brother throws another rock. Both of their hair is covered in some kind of dirt. The rock kicker was just being shy, but now he's enthusiastic again. You're bad with kids. С нескрываемой радостью в голосе замечает лейтенант. А у тебя что, есть медаль лучший друг Maybe детей? I am. Хм. Now, how about some actual police work? We are not getting anything here. Вы должны быть близнецы This Лильен. one doesn't say anything, kicking the concrete with his worn-out. Lily's our mum. Это я и The сказал. stone kicker laughs suddenly. His head is too large for his shoulders. The other one laughs as well. Maybe there's some kind of reason Может why быть, они смеются по какой-то причине? an interesting Интересно, reason как это someone связано с tied to the расследованием. case. Над чем ты смеешься? The boy stops laughing and looks at his toes. Oh, okay. А ладно, то So есть now he's теперь он shy. стесняется, просто замолчал Now и he's вихляется not из стороны в talking, сторону, как будто боится just чего-то. wobbling around like he's afraid of something. You will never get an answer. Ты в жизни не That's how добьешься it is это с этими with these мелкими idiots. придурками всегда так. Дети тупые. You're stupid. Ладно, сможете ответить на вопросы дяди полицейского? Okay. Да. Продуктивный диалог. А это дом Лильен. Брикеты промышленного угля горят все оранжевым. О, рябчик. Ну-ка, привет. Hello, mister. Крошка Лили. Надеюсь, сидит девчушка не старше 5 лет. Она смотрит на тебя с искренним She любопытством. clutches a small stuffed animal. Occasionally, she twirls it around. Те близнецы, ты дочка Лили? Yes, I am. Little Lily. Она пристально You know смотрит на my тебя mom? своими огромными глазами. Знаете, мама? Да, мы уже That's встречались. nice. My mom is great. She's never angry or anything. Те близнецы на улице твои братья? Yes. They don't want to play with me. They're older and play outside. They look the same. Sometimes I can't tell them apart. Не выглядит идентично, правда же? Я то же самое They сказал. look identical. Так. Что это у тебя в руках? It's Lammy. He's my friend. Sort of. Like, Lambie is a stuffed lamb that, admittedly, has seen better days. One of the eye buttons is missing, and the fur is tattered in several parts. О, понятно. Ну, приятно познакомиться, барашка. Lammy usually doesn't like strangers. But you're also fuzzy. It's Lammy. Так. Lambie is a stuffed Барашка мягкий на вид. Very soft. Прижался щекой к барашке. Isn't he soft?
Она права, барашка, очень мягкий. Она проводит белым мехом по твоей щеке, а потом снова сажает огнем к себе на колени и обнимает. It's Lammy. Lambie is a stuffed lamb that Yes. Я это не служу, я Press your мерзавец. damn cheek against Lammy, okay? Голос у лейтенанта властный, нежно грубый. Isn't he soft? It's А если я Lammy. скажу, что он не слишком хорошо себя чувствует? Lammy has lived a long life. Lammy was a Реваншистом, революционером, реваншист. Шольцем? No, that's not it. I think she means revolutionary. Yes. Угу. Lammy was a resolution. Что это такое на потолке? It's a grouse. Рябчик. you might be able to get on Gart's good side. А, if you make нет, it я не through. хотел изучать. Сюка. She Так. twirled. Bye. Ладно, го, Fair посмотрим. weather, T500. Remember that weakness Помнишь, you're как ты looking for попробовал in the найти ceramic слабости в armor? керамической броне? Например, может быть, она останавливает только маленькие быстрые снаряды, но ее можно раскрыть большой и медленно движущейся монтировкой? Или если пропустить через нее электрический ток, то она расплавится? Или это моя любимая высокочастотная что-то там радиовинтовка? Ничего из этого не работает. Тебе просто надо стрелять в ту часть врага, которая не закрыта броней. Frequency something Потому что radio. сама броня непроницаемая. К счастью, она непроницаемая и на тебе. You need to shoot the part of the enemy that doesn't have Плюс fair 2 weather координации против T500 врагов в on it, броне. Ну because такое. the armor itself Это пока is что in- мне не очень нужно. Поэтому надо отменить. Hello. She clutches. That's nice. Yeah, they look. It's Lambie is a stuffed lamb that admit Lammy usually doesn't. It's Lammy. He's my friend. Lambie is a stuffed Yes. Lammy yeah. Bye. Я пока на паузу. Ну, что тогда изучать мне? Слотов мало осталось уже. Мозгу честь. Ну, го. Это, может, попробуем. Гомосексуал. Подполье. Hello, mister. It's Lammy. Lambie is a Yes. Very. Isn't he soft? It's a great. you might be able to get on Gart's good side if you make up for the skewer you broke. Возможно, тебе удастся задобрить Гарта, если принесешь что-нибудь взамен словного помощника. Понятно, но зачем I он? don't know. Могу я его забрать? Я знаю одного человека, которому очень нравится чучело Sure. птиц. Just go and get it. I don't like it anyway. It looks angry. Мгм. Bye. Девочка не спускает огромных любопытных глаз. У мамы бы еще разрешение спросить. Aye, the sea's gonna calm down soon. I can feel it. The wind is turning southeast. What's on your mind, officer? Блин, надо решить насчет торгового центра. Не знаю, как поступить. Our tenant, the policeman. I hope the Тяжело. Карта нерабочая. Фиг что поймешь. Куда бы мне сбегать сейчас? Маленькая черная ласточка кружит над тобой, слышно, как она щебечет. Вода течет с запада, значит, источник там трубу прорвало. Опора сдроблена, этот мост упал не сам, его уничтожило выстрелами. Интересно. Поеденная ржавчина буквы мазут. Тростник крушает заднее колесо мотокареты. Это Ноланд Венсен, неудачная модель.
Скрытое перемещение церковь. Сломанный телефон. Кто-то с такой силой швырнул трубку, что она разбилась. Кто-то приложил немало сил, чтобы разрушить этот пластмассовый купол. Металлический телефон-автомат под желтым пластиковым козырьком. Если есть мелочь, можно кому-нибудь позвонить. Кому? Я же уже звонил там челу. Опустить 10 сантимов и набрать случайный номер. Какое-то неприятное ощущение, что может не стоит это делать. Он что, бывший пытается позвонить? Возможно, как у Пьера себя. И какие у вас были животные? Ее голос станет помехой, звук волн, набегающий на песок, становится все громче и громче, потом связь внезапно обрывается. Тебя накатывает тревога. Не услышал ли что-то о лейтенанте Трой? Кажется, нет. Какое облегчение. Давай еще. Hello, Gerard. Technically speaking, you're electricity. No, what you are is a surprise. Get his wife on the phone. Привет, Джерард. Позови телефон свою жену, пожалуйста. Это Пьер, позови к телефону. Это чувак, который трахает твою жену, Жерар. Теперь позови ее к телефону из Питерматер. Гийом, Леммион. Обидно было. Давай еще позвоним. Calling. Still calling. Stop calling me, man. Hello. I'll get you your money, alright? I just need till tonight. Let me work. Кажется, в неприятности нужна помощь из полиции. All you hear is a little shuffle of nylon. Disconnect tone. Это просто кримно становится, что лейтенант готов идти дальше. Бля. Хочу попробовать еще раз с этим челом созвониться. Сука. Интересно, они реально рандомно номера набирают? Сейчас проверим. Они такие... Одинок бывает даже среди людей. Hello? No. What you are is a surprise. Who is this? Who the fuck do you... Phone disconnect. Так, сейчас сохранюсь. На всякий. You pick up the headset. There's a tone. The machine is up. Calling. Stop calling. I'll get you your money, alright? Test this. Думаю, что-то доходит. Эй, ты не ты, это пошел к черту. Не звони сюда больше. You're not Tessis. Не тот серьезных ребят огребешь. And don't ever call here again. You're fucking with some serious people. Disconnect. Calling. I'm tired. Я устал отвечать про курный мужской голос на фоне слышен стук пальцев по клавишам. Sounds like he hasn't talked to anyone in quite a while. От чего? Writing. I hate writing so much. Нужно снова I приниматься have за to дело. get back to it. The man disappears with a sigh.
You do not hear the customary disconnect tone, just silence in the handset. Seems like it did not have time to swallow the coin. This sometimes happens. Lucky you. The call went too fast. Повезло, разговор закончился слишком быстро, телефон его не засчитал. Можно еще раз позвонить бесплатно. Бум. Ты закрываешь глаза и кладешь палец на диск. Набираешь одну цифру, затем крутишь диск в обратном направлении и повторяешь это движение дважды. Странно, раньше ты начинал по-другому. С минутку, что я только что сделал. Ты набрал на один. Ты кот не ревашойский. Ты звонишь куда-то далеко на другую изолу, в какое-то иностранное государство. Так и не говоришь, что бывший. Это который шел на один. Града на Градской золе, где изобрели телефон. Следующие две цифры — код города Мирова. Продолжить набор. Телефон диск один морской ветер. Продолжить набор. Ты перебираешь пальцем, как паука лапами. Телефон диск каждый раз ощущает исходное положение с металлическим позвякиванием, напоминающим даль колокола. Есть еще? Фига. Ты заходишь все дальше и дальше на неизвестную территорию, все дальше от этого островка материального мира и его телекоммуникационных сетей. Телекоммуникационных. Закончить. Ты набрал бог знает сколько номеров. Телефонная трубка терпеливо ждет передачи сигнала. Ты уверен, что он ничего из этого не получится, однако получается. Связь установлена. Лол. Кому мы позвонили, блин? Ты звонишь очень далеко в ушах. Плещется странный океан белого шума. Звенит голосок маленькой птички. Звук не похож на то, что ты слышишь при местных звонков. Нет, это тихий звон клетки с помех. Далеко-далеко в другой телефонной сети. Набор номера. Самый грустный звук в мире. Набор номера все еще идет. Ким. Лейтенант стоит слишком далеко, чтобы слушать твой короткий слив. С моря дует ветер. Блин, он бывший звонит, что ли? Реально. Сила воли невозможна. Я сейчас всю психику потеряю. Пускай дальше звонит. Океан замирает, из глубины звучит женский голос, такой тихий, самый дорогой из всех. Грустно. Ай. Сейчас у него минус сердца будет. Смотрите. Блин, как грустно. Блин, хочу все спросить. Где такой красивый голос? Я революционер, слуга народа, я освобожу человечество и сотру классовое различие, скажу мертв. Хочу умереть. С твоей слова доходит до ничьей секунды. Я хочу жить с тобой. Судя по голосу, она только проснулась, все еще печально уставшая. Это слишком, нужно заканчивать. Все мы из плоти и крови, я хотел бы быть ветром. Кто это? Дора. Прежде в растерянности, кто это? Очень плохая связь. Имя словно дар. Дар предназначен специально для тебя, чтобы ты мог жить. Серьезно, с бывшей разговаривает? Приглашен скрип кровати, рядом с ней кто-то ворочается. Не реагируй, делай, что хочешь, но не реагируй. Кто это там? Алло. Ее голос нежный и заспанный. Я революционер, слуга народа, я освобожу человечество и сотру классу различия, я скажу мертвым.
You only have two. Ты успеешь сказать только 2-3 фразы, прежде чем закончатся деньги. Change runs out. Я не пьяный, не под кайфом, я просто... Мне больно, почему мне так больно говорить с тобой? Oh, God. Молчание дает Кагеля, слышно только помехи. Do Алло. you know what time it is? It's so late here. It's 4 o'clock, Harry. I need to wake up in 2 hours. Я закон, я детектив, я расследую дело о повешенном. Я хочу поговорить о себе. Кто я, кажется, ты меня знаешь. What do you want to talk about that we haven't talked about already? This is bad. You feel your right hand on the handset cramping up with pain. Плохо дело правую руку, которая держит трубку, начинает светить от боли. Куда тебе нужно через 2 To часа? work. Куда? The academy, where I work. В академии ты устроишь лучше, чем я, это No радует. response, only a sigh. The connection crackles like burning Блядь, с paper. ней больно разговаривать. Сердце. Рядом с тобой кто-то есть? Yes. Сердце болит, у меня будет сердечный приступ. Please stop. Please, let's just hang up. Я расследую дело. Повеш. Ты в Мирове, Yes, да? I'm in Morova. Sleeping. She does not answer anymore. Поможешь мне рассказать его? Мне очень нужно это сделать, иначе меня не примут. Я раскрою его. Harry. Disconnect tone. The machine ran out of money. Да, но никто не возьмет. You dial the number Ты снова again. наберешь номер 26, вращение диска, аппарат проглатывает монетку, разделяющее расстояние океана начинает шуметь в ушах. In the middle of it, a familiar ring. Small, distorted. Calling, 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 calling. It looks like she doesn't Похоже, она не to хочет pick брать up. трубку, Гарри. Stop Перестань меня staring. пугать. Почему? Come on. You Да, know но ты знаешь причину. Все равно пусть звонит. calling. Harry, please. Произносит и скажи на помеху грустный голос. Мне нужно разгадать мою тайну. Please. I'm going to hang up now, okay? Phone hanging up. Disconnect tone. Я опять звоню. You dial the number again, as you've done many times. You remember it well now. 001. Calling, 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 Бля. and calling for who knows how long. But no one answers. You need to insert Хочешь забрать more мои money. деньги? Сука. Стан ударил. Блядь, The сука. cold metal is hard and hurts your knuckles. You look at them. Холодный turning металл очень purple. твердый, причиняет боль багровищим костяшкам. Еще денег на... Да, денег тебе, блядь, надо. Сука, я сейчас на хилки все потрачу. It didn't give you any Ты fun совершенно for не that стоил money. своих денег. Your Твоя рука hand синеет, is кровь turning капает blue на now. землю. Blood drips to the ground. Сука. Бля, ебать грустно. Мне его жалко. Bent metal. Погнуто Broken железо, glass. разбито стекло. Your Твой путь path усеян lies сломанными strewn вещами. with the broken forms of everyday objects. You are the destroyer, the bane of inanimate matter. Нет, я лишь бессильный человек, пытаешься выместить свое бессильное на обыденных вещах.
There's a discarded milk carton on the floor. Why don't Отличная you идея. destroy that too? Ой, получи блядский пакетик, ты 18. Нет, на самом деле не жаль вещи, которые сломал, прости, You're пакетик. right. That's definitely not the behavior of a destroyer at all. Больше похоже на That's серьезно just управлять с a управлением failure гневом, неужели прав честно in a disregard for собственности. property. Ладно, давай примем мысль. Грустно. Bent, you are. Look, the kudos. Противопредметный спецотряд. Больно. Взгляни на свои руки. Видишь, сколько на них синяков? Видишь эти маленькие шрамы? Это вещдолг номер один. Материальный мир сдерживает тебя. Контейнеры, почтовые ящики, двери, стулья, все это твои враги и всегда были врагами. Сами атомы говорились против тебя, собираясь ненавистные тебе формы и структуры. Ты энергия, застрявшая в теле, дух, застрявший в материи. Вырвись на свободу, избей этот фонарный столб. Пусть знает, что предмет отстой. Да. Грустно. Кровь капает на костяшный песок. Кап, 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 кап. A metal payphone under a yellow plastic dome. There's life is garbage. Блин, почему Ким даже ничего не сказал? Он так все понимает, как всегда. Блин, грустно, конечно. You pick up the handset. There's a tone. The machine is operable. Calling, calling, calling. Stop. I'll get you your money, alright? Нам всем стоит быть немного добрее, не правда My ли? debt? I don't fucking owe you. It's... He does not seem to be Hello. over disconnect tone. Calling. Sounds like he hasn't talked to anyone. Тоже I could go устал. just 1 month without raiding. No, 2 months. I could regenerate my brain. Гребаный либерализм. Fucking liberalism. The man. This you do not hear. The scene. Lucky you. Хочу попробовать еще раз с ней поговорить, но может чуть по-другому. There's still some unused change in there. The machine waits for a number То to есть ее dial. звали Дора. You close strange. This is not how you started. 4111. Yes. For an out calling is calling. The lieutenant is too far away to hear. Calling, 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 calling. Then Hello? No, no. It's you, isn't it? It's you, Dora. Dora. The name feels like in the distort. Don't react. Whatever you, it doesn't matter if you react or not. You still think you hear a man's voice in the background. You're not a rebel You only have 2, maybe 3 things left to say before. because it's me. Да что это я? Послушай, не понимаю, о чем ты говоришь и зачем звонишь, ты кажется пьян. Why you're calling me? You seem drunk. Я не пьян. Oh, God. Do you know what Значит, time it is? It's 4 o'clock, Harry. I need to wake up in 2 hours. где ты? По звуку похоже, что в I'm другом in мире. Rover. Sleep. 22 million people live in. В главном городе Града, Мироя, проживает 22 миллиона человек. Вау. После разрушения Риошеля Миро стала столицей мира. Was destroyed. Развлечения для No. них. I want to go to sleep. Yes. Я хочу поговорить What с do you тем, want кто to я. talk about that we haven't talked about already? This is bad. You feel your right hand on the handset crimping up. Oh, no. She does not answer. Harry. Disconnect tone. The machine ran out of money. То есть она в любом случае ложит трубку на этом моменте. You dive in, calling.
Call it, call it, call it, call it, call it. It looks like she does not want to pick it up, Harry. Come on, you know why. Calling, calling. Harry, please. Мне нужно знать, кто ты, кто ты. I'm going to hang up now. Phone disconnect tone. Ладно, я понял. Блин, как это грустно. Надо на паузу отойти, погрустить. Локация еще такая грустная. Сука. Да. Как же разрабы хорошо дают прочувствовать боль. Гул, жужжание, электричество течет по проводам, наполняя их гудящей силой. А это что за шмотка? Кто-то стоял на этой ограде, неопределенный предмет одежды, пахнет, а ночью плохо. Кому-нибудь поближе. Птичьим дерьмо. Да. Похоже, она просто валялась на берегу, пока кто-то не повесил ее сушиться. К сожалению, она просто задубела и превратилась в бесформенную массу. Please tell me you're not taking that with you. Почему? It's a guano-encrusted jacket, and you're already carrying around enough as it is. Но это же курка халявная. Как я могу ее пропустить? Они, если еще может так назвать, легонько хрустит прикосновением пальцев. Я надеюсь, он поймет меня однажды. Эту грязную тряпку довольно продолжительное время трепали стихии, но покрыта птичьим пометом, и из-за бог знает каких естественных процессов совершенно задеревенело. Невозможно даже определить изготовителя. Блин, как эта куртка дошла до такого состояния? Так куда уже хуже? Задуматься об этом. Ты понимаешь, что держишь не саму куртку, а скорее тот слой непрекаянной жизни птичьего дерьма, который ее покрывает. Куртка пахнет как дохлое морское животное, вся покрыта серыми прядями водорослей. Она должна быть провела в воде довольно много времени, прежде чем прибой вынес ее на берег. Ладно, но из чего сделан этот слой? Каким-то образом ее принеслись или оттащили к пирсу, может быть люди, а может быть псы, которые идут по пляжу ночами. Также можно разглядеть полустертые отпечатки множества подошв, хотя нет возможности сочетать или описать. Можно утверждать только, что куртка некоторое время отправлялась на заря, прежде чем ее кто-то поднял и повесил награду. И что случилось после того, как я повесил награждение? Это слой очень твердый, куртка поджарилась на солнце, по крайней мере, целый день. Кто знает, что еще с ней случилось. Где-то высоко над городом пара чаек выписывает круги в воздухе. Они словно бомбардировщики воздушной бригады, парящие над усеянной мишенью землей. Применили весь свой детективный потенциал. Внезапно люк бомбового отсека открывается, и белый блестящий снаряд устремляется к земле. Белый взрыв, на чем-то ботинки вверх летят, как проклятие, но птицы их не слышат. Зачем я потратил столько времени, размышляя о птичьем дерьме? Слишком поздно, ты уже об этом задумался. Теперь твои руки измазаны этой дрянью. Может, вытереть руки о штаны? Нет, это все это у тебя на штанах. Это катастрофа. Ты никогда не избавишься от запаха. Сука, нахрена я ношу? Бутылочки. Похоже, недавно какие-то бродяги покрасили брезент красным, с него капает вода. Оу. Ого. Энциклопедия.
Ватные весы. Ими уже лет 10 никто не пользовался. А это что такое? Странно. Импровизированный навес. Бродяги пытались устроить пир, чтобы жить здесь. Этот презент не спасет ни от дождя, ни от снега, ни от ветра. Большая канистра из-под вина, открытая, пустая. Запах отвратительный и знакомый. Погоди, это отвратительно. Не помогает, если он чувствует. Это раз... Что? Ты не узнаешь запах? Это отвратительная гниль. Это едва заметная нотка гаденькой сладости. Так пахнет только смерть. Я в животе поднимает голову, что-то холодное. Это страх. Это и есть смерть наверняка. Ким, что это за запах? Eyes up, detective. То что-то не так. Something's not right here. Осторожно, доски выглядят прогнившими и ненадежными. Ой, сорян. Так, а это что? Этот платный бинокль не работает уже много лет. Отстань же от бинокля, держись покрепче, ветер такой сильный. Урни джет, пустая пустая бутылка, пустая пачка сигарет, мятая обертка от шаурмы. Смотреть тару. Всего лишь 2 пустые бутылки из-под водки Тулула и банка из-под темного пива Портер крепко. Хотя нет, еще что-то, клубничный ликер Левис и несколько бутылок из-под пильцнера. Лучше их не трогать, не гигиеничать. Какая трагедия, лейтенант смотрит в урну, его глаза слезятся запах. Он кажется искренне опечален. Смотреть сигаретную пачку. Ред Астра. Сигарета из заядлых курильщиков. Контрафактная версия сигарет Астра. Известно высокое содержание смол. Смотреть упаковку с-под шаурмы. На ней можно разглядеть следы майонеза, кетчупа, а также прилипший кусочек помидора. Надпись гласит «Шиш кебаб ревашоли». Еде не больше 2 дней, и плесени еще нет. Из-за запаха тяжело сосредоточиться, от морского воздуха становится немного легче. Зачем я это смотрел? Неужели это может и женщины? Уф, труп пролетария. Вот как кто-то лежит. Ноги и руки согнуты, шея вывернута под неестественным углом. Рядом валяется пустая бутылка из-под спиртного. В руке зажата обертка Джо Вати на резинке. Запах, конечно, еще не труп 2-недельной давности, но, как говорится, дайте только время. Hold on. Секунду, лейтенант присаживается на корточке возле трупа и внимательно осматривает лицо мертвеца, равнодушно пялится на него выпученные глаза. Цианосы едва проявились. Этот человек, кем бы он ни был, умер не более 2 дней назад. Он стоит и вяжет дождь под куртку ветра. Нужно выяснить, что случилось. Спокойно и полегче. Очередной день, очередное мертвое тело. Дыши глубже. Изучите окружающую обстановку. На металлической скамье под головой мертвеца видна засохшая кровь. На стил рядом с дырой прогнивший, влажный, скользкий. Рядом валяется пустая бутылка. В кулаке трупа крепко зажата обертка отжата на резинке. Смотреть голову мертвеца. Высохшая кровь покрывает волосы на затылке. Здесь была открыта рана, ночь липкая и холодная. С алкашней Маш поссорился, с которой пил. Вот отсюда его душа и покинула тело. Капля за каплей, пока он лежал без сознания. Это продолжалось 3, может, 4 минуты. Я не вижу никакого серьезного ранения, вы. Тоже нет, только вот это на затылке. Хуже, травма головы стала причиной смерти. Она точно совпадает с формой скамьи. Бля, он что, просто набухался и ударился в скамью? Ну, пиздец. Стать на настил. Настил пронзительно зловеще скрипит. Возможно, он проломился под весом погибшего. Трудно сказать, выглядит очень непрочно. Бля, реально. Бля, пиздец. Он напился. Настил проломился, вон он в него провалился и ударился башкой. И потерял сознание, а потом от крови. Внизу беснуется волны, что трещит под ногами. И вполне мог бы провалиться в эту дыру и сгинуть в море. Ты бы никогда его не нашел. Посмотреть бутылку. Водка Тулула. Крышка отсутствует, бутылка практически пустая.
Тара, куда ни глянь. Взгляд его останавливается на 2 других бутылках, забытых кем-то возле платного бинокля, а потом на твоем желтом пакете. Но этот раз не стоит их подбирать, это не совсем уместно. Да, это значит, вы проявляете неуважение. Смотрите обертку от жевательной резинки. Мятная жвачка Рубовский. На этикетке изображены зеленые листья. Рот мертвеца приоткрыт от ужаса перед падением. Заглянуть внутрь. Темнота смерти, смрад. Кажется, можно взглянуть белую жевательную резинку. Так и есть, почти целая пачка плотным комком прилипла к нижним малярам. Он всю пачку жевал, чтобы скрыть запах алкоголя перед возвращением домой. Самое ужасное, что... Я уже видел такой почти тот же сценарий вплоть до жвачки. Всегда одно и то же. Ким ежится от холода. Да... В голове проносится мысль. В канале на обочине 6881 молодой отец. Он стряхивает головой, чтобы прервать воспоминания. Ступит назад. Мостки под ногами скрипят от порывов ветра. Смотреть одежду мертвеца. Смазанные в грязи ботинки, бежевые брюки, старая коричневая кожаная куртка с ярко-голубой подкладкой, на груди пятна от соуса для шаурмы. Это самая крутая куртка. Кожаная куртка сидит отлично, видимо, ее шили на заказ. Клевая кожаная куртка с голубой отделкой. Ох-охо, звучит ужасно знакомо. Да. Какой еще ох-охо-хо? Перевели бы так же, типа, о нет. Звучит ужасно знакомо. В карманах нашлась семечки и вымокший от дождя читательский билет, сложный пополам. Куртка ощутимо потяжелела от влаги. Блин, как мне жаль ту женщину. Хорошо, после нужно будет скрипт на этот читательский билет. Смотреть самой мертвец. Пролился в дру на стиле и приземлился головой на металлическую скамью. На черных волосах запеклась кровь. Одна ногой так и застряла в дыре. Очень неудачное падение. Может быть, было темно, в темноте это место словно минное поле. Смотреть лицо мертвеца. Лицо выглядит хмурым, как море за его спиной. На усах блестят капельки воды, пустые, широко распахнутые глаза пугают своей неподвижностью. Рост 170-175, кудрявый волос, крепкое телосложение, возраст примерно 50-60 лет. Он умер в смятении, скорее всего, в одиночестве, сломленной внезапностью случившейся. Да. Как раз собирался домой, и его первый шаг на пути к дому стал последним. Жесть, конечно. Какой же грустный пляж. Это, по всей видимости, указывает и жевательная резинка. Интересно, кто он такой? Похоже, что местный. Чтобы оказаться здесь, нужно точно знать, куда идешь. Сюда не забредай просто так. Тебя смотрят, ну и в том направлении, откуда вы пришли. Это просто предположение. Вы что думаете? Мертвый пролетает бутылку руки, не обманывай себя. Ты прекрасно знаешь, кто это. А ведь мы знаем, кто это. Это пропавший муж пролетарки. Вот он, мертвый на пирсе. Женщина, которую вы встретили у книжного стенда. Почему вы решили, что это ее муж? Кем выпускает взгляд на кучу из плоти тряпья на земле. Это кожаная куртка, кожаная одежда на теле, она полностью подходит под ее описание. Ярко-голубая подкладка. Ким кивает, а затем указана левую руку. Ну, кому-то он точно муж. Затем кивает на левую руку мертвеца. Что, по-твоему, произошло? Сейчас случится смертельным исходом. Поскользнулся и провалился. Очень неудачное стечение обстоятельств. Если бы не эта скамейка, он бы выжил. Как же шаурма? А что с ней? Покойный поел шаурму. Вероятно, взял где-то неподалеку, может быть, в язве. Да, шаурма — это просто шаурма. Это может быть связано с линчеванием? Это не вижу никакой связи. Предлагаю пока отнестись к этому делу как обычно, хоть и прискорбному несчастному случаю не связано с нашим убийством. Нет возражений. Если дальнейшая связь прояснится, то почему нет? Но пока не стоит усложнять. Думаешь, он был пьян?
Безусловно. Может, алкогольное отравление отказало печень. Некоторые проявления серьезного алкогольного отравления, безусловно, сыграют свою роль. Сильная дезориентация, угнетение дыхательной функции, непредсказуемое поведение. Но я думаю, что смерть произошла в результате травмы головы, а не по причине отказа печени. Кто-то должен ответить за сломанный настил, это небезопасно. Как только коалиция узнает о случившемся, здесь все перекроет, сомневаюсь, что у них есть средства на ремонт. Хотя такие меры ничего не решат, просто городской совет сможет умыть руки. Он кисло улыбается. Да. Похоже на ничем не примечательный несчастный случай, но нужно еще установить личность жертвы. И что с ним делать? Я вижу два варианта. Мы можем взяться за это дело, изучить улики, определить его личность самостоятельно, или сообщить участок и переложить заботу на коллег. Погоди, а что насчет осмотра тела? Если нет признаков совершения преступления, наружный осмотр можно не проводить. А на мой взгляд, это просто представить несчастного случая. Я предлагаю просто написать в счете о результатах осмотра черепно-мозговой травмы и ничего не придумать. Это сэкономит нам часа 2 работы. Да, но разве это не безалаберно? Может быть, но у нас нет ни времени, ни ресурсов, чтобы этим заниматься. На экспертизе совсем разберутся. Мы его нашли, нам и разбираться. Хорошо, сначала нужно осмотреть читательский билет, который мы нашли. Потом позвоним в участок, какие-нибудь сообщим, что мы беремся за это дело. Читательский билет найден в кармане мертвеца на перси в Мартинезе. Он все еще немного влажен на ощупь. На обложке печать публичной библиотеки Джемброка. Билет сложен вдвое и все еще влажноват. На обложке написано «Читательский билет публичной библиотеки Джемброка». Владелец Билли Межан. Действительно, да. 07.53. Билли может быть и мужским, и женским именем. Возможно, это покойный или член его семьи. Перевернуть. В случае утери просто вернуть документ в библиотеку. Позвоните по телефону или посетите нас по адресу Метро-стрит, Джемброк. Часы работы с 9 до 6. Можно позвонить прямо туда? Хорошо, лейтенант делает заметку. Нужно позвонить им и скинуть им. Возможно, мы сможем выяснить что-нибудь о Билли Межан. Заглянуть внутрь. Это билет принадлежал задлому чтецу. Синим карандашом перечислены книги. Радиотриллер. Не загораживая мне солнце. Последняя книга в списке. Блестящая кривая. Типа. Библиотечный штамп свидетельствует о том, что ее вернули. Может быть, он с собой носил ее билет читательский почему-то. Он книжки, может, ей приносил. Большинство книг, похоже, относились к научной фантастике. Еще есть несколько жанров ужасов. Блин, как бы было хорошо, если бы мы ошиблись, и это был не ее муж. Но что-то сомневаюсь. Вероятно, самогон, приятный роман брожения. Пишется, очень тяжело будет решить, что сделать. Ну, то есть, строить ли торговый центр. Высокие пыльные окна забраны решеткой. Еще один электрощиток. Сейчас ни к чему не подключен. Внутри пусто. Мурал Фельд. Перед тобой некогда красочный мурал. Буквы с годами облезли, но ты все еще можешь прочесть Фельд Electrical Near. Слоган когда-то был красиво оформлен, теперь остались только контуры облезших букв. До завтрашнего дня один лишь вздох. Похоже, завтра так и не настало. Он поднимает воротник авиаторской куртки лейтенанта. Забор преграждает путь. О, вон и наши криптозоологи. Давай поговорим с вами. And Mikhail noticed the windows, especially with how there are no windows on the south side. Мужчина с светлыми волосами стоит рядом с сыном и указывает на видавший вид руины, увидит тебя и улыбается. You officers, come to investigate the historic subtext of West Martinez? I'm Khan Hailostam. You must be Kim Kitsuragi, right? I was just telling my son about this building. Not a lot of people realize Куда он знает Кима? Very rich in hypertext. Nice to meet you.
Погоди-ка, гипертекст. Yes, hypertext. Young carp and the collection of cultural hyperlinks. Погоди-ка, что там было про Oh, окна? yes. So, Mikhail, they had to deal with monitor glare, especially in the summer. They still had vector monitors back then. That was 49 years ago. Прикольно. Вы с So кем they didn't знакомы? have windows on the south Он wall. архитектор, что ли? No, I can't say that we've met before, but I've heard of him, of course. Mikhail, say hi to the Куда он others. его слышал? Он кладет руку на плечо мальчика. Ребенок прячется за полой пальто своего отца, крепко сжимая в руках книжку-раскраску о юрмах. Mikhail's a little tired today. We spent all night trying to run Orbis on his radio computer. Have you heard of it? It's a programming language used in Grad. Quite tricky, but he wanted to play this Grad-made adventure program. We've been getting really into Worms lately. Интересно. The man speaks in the artificial Нейтрально cadence of the льется речь его. Прости с работы или тот, кто частенько приглашали на радио вести программы. But I assume you're not here for giant worms when there are so many real things to see. Just as I was telling Mikhail before, this is where the coalition landed in 08. We could be standing on what is the most interesting landmark in Revachol West. This man is your Как тебе, как брат, ты это чувствуешь? Но почему? Он, походу, реально на радио постоянно выступал, и мы его слушали очень много. Да уж, ну экземпляр. Ему так нравится всякая всячина. Язык программирования Орбис был назван в честь своего создателя, Виктора Орбиса, кибернетика из Града. В окцидентальных странах используют Vox. Окцидентальных. Что такое удивительно в старом пустом здании? Aha, but it's not just any empty old building. Поднимает руку к глазам, прикрываясь от моросящего дождя. Вы вчетвером поворачиваетесь, чтобы оценить мурал на стене. What not a lot of people know is this used to be the R&D department of Felt Electrical. And Felt, which now sells ink cartridges mostly, was once a top dog in the turn-of-the-century cybernetics boom. Посмотреть на нависающее над вами It здание. looks old and weathered, with seagulls picking apart its stone and metal carcass. Bushy undergrowth has taken hold of the collapsed rooftop. Some kind Кажется, of ни разу не bird слышал о settled Felt nest on a Electrical. broken windowsill. That's not surprising. Only a vestigial ink cartridge and ferrotape manufacturer remains. Эпиджак. Ну-ка. Что там говорил еще? Ему так нравится всякая всячина. They started out as a midway electronics outfit in Königstein 2 centuries ago. After an aggressive move to Revachol, Feld became a global player in the emerging personal electronics market of the pre-revolutionary era. Still, Tricentennial was beating them in business machines. But Feld had an ace up their sleeve, or should I say they were developing an ace up their sleeve. I'm mixing my metaphors here. Это был за козырь. It was here in Martinez, possibly in this very building, that they developed prototypes for a tape computer. An elegant folding mechanism of rollers and ferrotape ribbons, portable enough to be a take-it-home solution, revolutionizing business machines, possibly even bring them to the average consumer. Звучит круто. Which is a feat of engineering even today's giants, Rehm, ICN and ZAM, haven't achieved yet. Не... Об что, они запутнулись? Производить его, что ли, дорого? He assumes something like a combat stance, facing Что случилось? Indeed. What? The revolution! Мальчик вытирает нос рукавом. Unfortunately, their moonshot project never made it to the market. Feld's move to Revachol backfired. The revolutionary government liquefied their assets and Он там работал раньше? advanced prototypes. Possibly from this very Экспроприировал. building, or one of the adjacent ruins. Делает паузу, указывает на другое здание, затем продолжает. All of this was built by Feld, even the boardwalk. Wild Pines built Martinez proper as a resort for their middle management. Feld built this side of town for R&D. То есть Пирс построил Field Electrical? Yes, they even built a pleasure wheel, but that got destroyed in the war. A pleasure wheel?
Лейтенант задумчиво смотрит на горизонт, будто перед его мысленным взором небо поднимается к кабине. Возможно, вспомнив что-то из детства, очевидно, что он бы предпочел, чтобы берег освещали огни большого колеса. Yes, to lure in their star engineers. This part of Martinez was nothing but reeds before Feld arrived. They had to make the prospect of living here attractive. It was supposed to become a global center for innovation in cybernetics. But history had other plans. Это как появилась Фель, здесь было сплошное болото. Нужно было приукрасить это место. Оно должно было стать мировым центром инноваций кибернетики. Но у истории были другие планы. Что случилось с инженерами, с сотрудниками компании? But this story is a bit too dark for little Mikhail here. Now, if you were to ask about tape computers... He means that. Имеет в виду, что ребята расстреляли коммунистов. Ребята были из буржуазии. Не самый хороший ответ. Officer, I told you this chapter of history wasn't on Mikhail's curriculum yet. Let's keep this kid friendly. The boy looks first at you, then back at his father, confused. И что революционеры сделали с теми пленочными продвинутыми компьютерами? They used them for military communications, but also to write and send out press releases. The most notorious example being Le Décret de Mars. Что это такое было? What's the Mars Decree? I mean the radio transmission sent out to news agencies and world governments by the newly created commune of Revachol on the 7th of March in the year 02. A short-lived legislative Мимолетное законодательное основа мимолетной утопии. It's a beautiful piece of text, actually. A singer-songwriter I know, Charette, called it a love poem to Revachol on her political concept album, Bombessier d'Insolente. You should read it. Every local library in Revachol stocks a copy of the decree. I tried to get Mikhail to memorize it. Tried to. Someone was much too interested in worms to be paying any attention. The kid takes a Мальчик смотрит на серебристо-зеленого вюрма на обложке книги, он уже забыл, о чем шла речь. И как работали эти пленочные компьютеры, так же, как радиокомпьютеры? Actually, no one knows. No one even knows what a computer made entirely of tape would look like. But word has it, they were very elegant, exquisite, alien-looking turn-of-the-century hardware. А куда делись все технологии, чертежи, наработки? Это просто сгинуло, что ли, в никуда? Как так? Должны найтись люди, которые смогли бы этого создать заново на какой-нибудь новой площадке, там, компании. Ну, понеслась. 10 years ago, I did a little freelancing, I guess you could say. I was a special consultant for an exhibition at the Womty Dumpty Dum Center in Vredefort, Oranje. It raised the same questions, and we had lengthy discussions with Paul Ockerman, who was head curator at the time. This was before the twins Keith and Guy Jews joined the team, trying to... Минутку. Правда, только что сказал центр теле-теле-бом? Ничего себе, он сказал центр теле-теле-бом. Как будто это нечто само собой разумеющееся. Что, черт возьми, такое центр теле... Кто, черт возьми, такие Кит и Гай Джуст? Так, центры. О чем вы вообще? Опять он это сказал. Выставка была посвящена памяти Элла Германа, поэтому и возникли такие параллели. Именно по этой причине главный куратор Пол Окерман решил. Вы все это выдумали, повернуться к лейтенанту Киму. Он же все это выдумал? На самом деле нет. Центр теле-теле-бом, произнес спокойным голосом, находится во Фриндерфорте, и вы можете посетить его, если окажетесь там, и заинтересуетесь рынком восточных площадей или центром исследований современного искусства. As I was saying, the device itself was very elegant, fragile even. One could write directly on the tape using a special chemical solution. The machine would then analyze the handwriting, perform operations, and project output onto a white screen. It was a beautiful, delicate thing. Made of black конструкция из черной пленки. РГМ бы такое пригодилось. One would be very useful. Though I understand the socio-economic causes of the revolution, it pains me to imagine the revolutionaries setting fire to the precious device. So they did.
The failed playback experiment Проект vanished into перемотка. fires of 07. Yes, the official name of the prototype. Some sources report it as the failed playback experience, but those are incorrect. Почему революционеры все уничтожили? Who knows? Maybe it was an accident, or maybe they didn't want the technology to end up in the wrong hands. Either way, they're all gone now. All 3 versions of the prototype. Nothing but debris and ashes remain inside that building. Oh, I'm afraid it didn't... He means that. Tape computers. Я еще хотел кое-что But of спросить. course. What else? Вы говорите так, будто у вас есть деньги. Есть у вас деньги? I do have some money, yes, but that's not what's really important here. Он отмахивается, будто это вообще не имеет значения. I mean, Да ладно, come тебе on. же нужны деньги. Если для него они не нужны, мог If быстро it's выпадет. not a thing, Может, вот дадите мне немного этих неважных денег? Oh, no, I don't have it Ах, они on у меня me, не с officer. собой. I was Он talking говорил more больше в общем general смысле. terms. Видно, что ему неуютно. Левая рука крепко сжимает плечо I'm сына. just spending time with my Я просто kid, гуляю с showing him ребенком, around показывая the ему lesser-known малоизвестные parts of our уголки hometown. родного города. It wouldn't be wise Носить с собой carrying большую сумму him денег out на to такие such прогулки не очень expeditions. разумно. not that he would have to worry Не то about чтобы ему that. стоило особенно бояться грабителя, он выглядит довольно внушительно, наверное, спортом занимается. Does he work out? Кстати, вы занимаетесь I спортом? do some Lomantang stick fighting now and then. Ломантангском палочном бою. Low Muntang stick fighting. Это один из видов единоборства, родивший ломантанги. В нем используются тонкие деревянные палки. It uses slender wooden sticks for confronting the opponent. Вид единоборства острова Ломантанг, верно? Actually, a great many cultures have their own version of stick fighting, such as the sacred Mabolo tradition of the Harley Bee, a name deriving from the butterfruit tree traditionally used for crafting the long, slender sticks, whereas the sticks used in other cultures... Кто он такой вообще? You doze off. Ты начинаешь потихоньку клевать носом, слушай, как он расписывает сложное историческое полотно боя на палках, которое практиковали представители рода человеческого, перемежая рассказ неожиданной отсылки к поп-культуре. Я начинаю клевать носом с энциклопедией 12? Да-да, конечно. Когда мы там даже блокнотиком интересуемся производителем Man, he's вместо good at трупа. speaking. People Ой, must язык у него be подвешен, должно быть любимчик публики. But anyway, I'm boring you with details again. You were saying? Я уже не помню, что Then я I говорил. guess everything got said, Что right? значит, видимо, все уже The сказано. drizzle. It never seems to Там stop, можно does it? сказать, и конца нет, да? I do some Low Muntang Так. stick fight. Lomantang stick fighting is a little like a Berolidin addiction. 20 лет. I've been practicing it for nearly 20 years now, so you could say that my Неплохо. doses have grown a little. Wait, what Минутку, does что this этот человек man может know знать про about Berolidon addiction? пиролидону зависит? Погоди-ка, прелодиновая зависимость? Какая интересная метафора. Или, может быть, это вовсе не метафора, присмотреться к его лицу? You got me, Вы меня detective. раскусили, детектив. But my Но history should в моей hardly истории come as a нет ничего surprise. удивительного. Dad's fighting with sticks every Папа night дерется на after палке каждый dinner вечер for после ужина 4 по 4 часа. hours. У меня есть для He has этого a special специальная room for комната и that. специальный And a костюм. special costume. That's right, Mikhail. Верно, It Микаэль. Он also обнимает has ребенка a одной рукой, meditative радуясь function. возможности применить тем. Helps to clear Это, кроме my всего head. прочего, еще медитативное But anyway. занятие. Делает рукой волну. I do have some money. No, I Мне не mean, нужны ваши come деньги, я on, просто хотел you спросить, need the money. насколько хорошо Of разбираться в course, людях. detective, I wouldn't have assumed anything else. Matter of fact, В его глазах проскальзывает игривая I don't искорка. know if you're familiar with this, but the Vespertine Department of Justice has published a rather interesting paper on the criminal profiling in former socialist states. Have you read it? If not, then you definitely should. If not for tips and tricks, then just for theoretical curiosity. Anyway, that's just a little something that sprang to Здорово, mind. спасибо за интересную No, thanks информацию. to you for having me and little Mikhail here to pick your brain. A very interesting conversation indeed. Pick your brain. Ты поделился моими мыслями? Беседа была довольно односторонней, только он и говорил. He did the Ну talking. ладно. Whatever. Да, есть такое. Так. Ну, пойдем с нашими криптозоологами поговорим, наверное. А сюда я не могу? Блин, локация огромная. И надо до ночи. Лодки все равно нет.
Надо ночью решить, что делать с остальными выборами. Так, сегодня вечер среды, а это значит, что идет до ужаса увлекательное действие. Люди собрались под вздымающейся крышей причудливого трофейного здания, подтягивая вино и обменяясь мнениями. Звезды сегодняшнего представления 29-летние чудо-близнецы Гай и Кит Йосты, старший куратор этой художественной выставки. Это самое крутецкое событие года, и все модные ребята уже подтвердили участие. А ты где? Почему ты не там? Надо много еще изучить вещей. Магний. Эквилибристика. Большие темные очки, суперзвезда. Наспех сколоченный сарай для лодок. Будь морской бриз чуть сильнее, его бы сдуло. Так, сюда нельзя. А тут что-то есть интересное. Огромный щиток. А, нет, это фреска какая-то. В тени стык беседка, покрытая ржавчиной, с ее крышей облетает древняя краска. Надпись интердайт. Старая будка билетера не работает. И люди еще платили деньги, чтобы остановиться здесь. Теперь уж точно никто не стал бы этого делать. А я внутрь не попаду? Пойдем осмотрим это тогда. От края до края, растрявшейся стены, рассыпаны дырки от пуль. Рискованно. Почему их так много? Дырки от пуль. Площади дырки от пуль на заднем дворе. Знаешь революцию, знаешь эффект электрик. Ким, погляди, еще дырки от пуль, тут определенно что-то произошло. Расстреляли кого-то? Плотность пулевых отверстий здесь необычная, даже по меркам средней плотности пулевых отверстий мрачное дело. Очевидно, тут расстрельная стена была. Я хочу сказать, что дырок много, он проводит по стене рукой. Похоже, стрелять из автомата. Нынче таких не встретишь. Почему? Производство и продажа автоматических винтовок ограничили после революции. Их убойная сила оказалась чересчур. Нужно же сохранить в мире хоть какого-то человечества. Да, я уверен, тут расстреливали людей. Ряд призрачных фигур стоит лицом к стене. Их много, не меньше дюжины. Головы опущены, глаза завязаны тихо, ни звуков, ни движений. 10 метров шеренгой выстроились другие тени, в их руках автоматы. Полушинелей. Расстрельная команда лениво хлопает на ветру. Сбоку еще один человек. Деревянные доски на песчаные груды. Окрест падают капли дождя, облака скрывают свет. Да. С этого расстрела прошло много времени, дождь и морская вода давно смыли кровь, но не осталось следа. Что же это? Избыток пулевых отверстий означает одно из двух: либо здесь провели невероятное количество расстрелов, либо они не пытались облегчить совесть, задев все автоматы, кроме одного, холостыми. Кажется, это был массовый расстрел, и боевые были у всех. Посмотрите на людей у стены. Множество людей, вероятно, в повседневной одежде, изорванной в стычках, покрытой пылью. Судя по высоте пулевых отверстий, они не сидели. Распространенная практика при расстрелах в ряде стран. Они стояли лицом к стенке. Невозможно забрать никто ниоткуда. А как бы ты еще это смог разобрать, интересно? Обычные люди, знакомы все до одного. Кем они были? Товарищами, отверженными, бездоленными, рискнувшими восстать против ужасов мира. Посмотреть на шеренгу солдат. Все мужчины в военной форме и в темных шинелях наставили на людей автоматы. Солдаты одной из противоборствующих сторон. Но какой?
Посмотреть на человека сбоку. Командир, тот, кто отдал приказ. В воздухе стрекочет автомата, огни выстрелов пляшут по его лицу. Ким, кто был кто на этом расстреле? Сперва лейтенант говорит слово, лишь смотрит на стену. Не знаю, отвечает он в итоге. Я не знаю, кого здесь поставили к стенке. Эти люди могли принадлежать к любой силе, участвовавших в революции. Возможно, здесь казнили консерваторов, лоялистов, коммунистов в начале гражданской войны. А может, коммунистов поставили к стенке силы коалиции ближе к ее концу. Помню, что Трент Хэн говорил про Фельд. А что если это сотрудники Фельд, когда революционеры конфисковали их имущество? Еще один вероятный сценарий, кивает лейтенант. А может... А что насчет людей из коалиции, так называемых моралистов? Ну, крайне маловероятно, что здесь были убиты силы коалиции. Их все достали к стенке последними. Говоря, если в этой ситуации был член коалиции, то он, скорее всего, командор стрелом дал приказ. Прощайте. Фигуры сдувают холодным ветром. Да. Дверь забита досками, к тому же ее засыпало так, что до нее теперь не добраться. Где же наш стрелок? Он должен быть в одном из этих зданий, наверное. Вот это неплохое, мне кажется, могло бы быть. Лыжная шапка, плюс 2 логика. Неплохо. А у меня что? У меня энциклопедия. Нужна ли мне логика? Я бы лучше риторику вкачал еще. Тут все. Тут участок побережья пустует уже не 1 десяток лет. Ох, я надеюсь, с ними не займет полдня разговор. Крошечные клетки аккуратно собранные. Размокшие поленья пахнут жидкостью для розжига, однако все равно отказываются гореть. Эти тяжелые блоки военных заграждений черчены отверстиями от пуль крошатся. Развести костер в самом океане практически невозможно. Он тот участок тростника отличный тайник, он как раз в стороне прямо воды. Что-то не вижу ничего примечательного. Тебе незачем пока. Ты о чем? Это так, просто чуть-чуть тебе, оно испаряется, а ты так и стоишь, пока на воде стараюсь будет пройти. На воде клышется буй, указал номер 11. Здравствуйте. Морел. Но другое дело, отсюда уже не лизнете мелочь. На земле стоит цилиндр, в котором мужчина пристраивает какую-то сетку, вроде бы это ловушка. Он замечает себя. А, полиция, здравствуйте. Его застенчивый энтузиазм делает его движения неуклюжими и выглядит как стереотипный ученый. Мне показалось не побрутальнее, чем описывает. Это полиция? Почему здесь полиция? А он не похож ли на нашего чела из участка одного? Не волнуйся, Гэри, я разберусь. Видимо, Морел, капитозоолог, чем без этой прелестной встречи. Это сарказм, ничего прелестного в вашей встрече не видит. Между нами, мужчинами, негоже оставлять свою женщину одну в кафетерии посреди коммунист. Кажется, не особо рада РГМ. Меня прислала Лена, она очень вас волнуется и ждет вашего возвращения. Уф, ну конечно, спасибо, что передали. Чертов шлюз сломано, 881 не обойти. Офигеть, мне 70 опыта дали, блин, за то, что я просто исследую локацию. Жестко. Это магистральный опор, разделяющий Мартинес и Джимрак. Под ней лабиринт переулков пройти сложно. Куда сложнее, чем просто перейти шлюз. Не рассказывать истории. Угу, это я сломал шлюз мотокареты, но теперь его починили, можете возвращаться.
Вы сломали шлюшную по карете, но в канале был рекламный щит, смотрник, а не машина. Там было написано самарийское масло. Нет, видите ли, я перепрыгнул на мотокарете канал, прорвал щит самарийское масло, так что тот упал в канал, заблокировав шлюз. В качестве трамплина я использовал ломбард. Я очень честный. Нет, это все я, из-за меня задержка ниже, но теперь можно возвращаться. Зачем? Он изумленно разводит руки. Это что, мне нужно было въехать в океан? Это что, я сумасшедший? Это был эксперимент, я хотел установить воздушную эффективность в Q+40. Я, видите ли, своего рода независимый исследователь. Блин, как бы ему ответить? Ладно, пусть будет 3. Ученый, ага, хорошо. Он быстро смиряется с этой мыслью. Но вы сказали, что ушли с причиной, так что мы можем вернуться. Сказал, мы можем возвращаться? Простите, где увидите Селену, передайте, что я скоро. Sir, your wife is waiting for you. Мне нужно сделать последний обход, посмотреть, не взял ли наживку с фазмит, и потом идем. Он подвязывает край сетки, отвязавшись из-за ветра. Ого! Руки у него большие, загрубевшие от погоды, но также привычные к тонкой работе. А откуда у меня 12 техника, блин? Когда я успел? Так, на всякий случай сохранимся. Скажите про фазмита, который ищете. Well, first of all, it's damn difficult to find, which is why we've been knee-deep in the reeds laying traps for Ну его так сложно отыскать. Good question. Being a phasmid of the order Phantasmodea, a ghost insect, it disguises itself as plant matter. In this case, the reeds. Awful lot of reeds around, aren't there? And I suspect it may have also developed other specialized techniques to protect itself from predators or scientists. Какими специальными техниками пользуется фазмит, чтобы лучше прятаться? It's my hypothesis that it has evolved certain electrochemical defenses that allow it to interfere with animal perception, impeding pattern recognition, confusing the visual cortex. Чем ребята But занимаются? I cannot describe how these defenses work, much less how they evolved, without studying a live specimen. Yes, Ага, логично. Тебе начинает казаться, что это фазмит есть нечто паранатуральное. Насколько велик этот фазмит? I'm expecting it to be quite giant. One known species of phasmid, called the Megaphasmodea zoensis, is about the size of a grown man's forearm. So, Почему так важен этот палочник? Он не особо-то интересный по сравнению с другими криптидой, о которых я слышал. typical rookie assumption. Дилетантское утверждение. Insects are much more sophisticated creatures than those unversed in zoology give them credit for. Even simply catching a glimpse of the Insulindian phasmid would be the apex of my, of any, cryptozoologist's career. Что вам уже удалось о нем выяснить? Что вам уже удалось о нем Find out how выяснить? it stayed hidden so long. Very little, I'm sorry to say. No one's ever captured a specimen, so all our information is based А вы, on в принципе, хоть одного криптида ловили-то? То есть никто никогда их не Not находил? yet. That's what makes it a cryptid. Just out of curiosity. Просто для любопытства, если доказательств нет, откуда знать, что он вообще существует? How do you know it's real? I know it's real. Так грубо, что удивляется сам. It's clear that his obsession Очевидно, with что the его phasmid держать фазмидом is driven by подпитывается не something только жажда развивать more than науку. the pure pursuit of scientific advancement. By which I mean, I've heard enough first-hand accounts to believe quite firmly that the Insulindian phasmid is more than mere superstition. Лена сказала, что увидели здесь Мартинезе. The most recent sighting was by a couple of teenagers along the coast here. It's the first credible sighting in several decades. Admittedly, it's an unusual location for this species, but with all the sewage runoff upstream, Может, it австралийский probably doesn't фазмит matter вымер? much anymore. I have to resist the thought. Such an extraordinary creature is doubtlessly highly resilient. After all, it's generally thought to be capable of parthenogenesis.
He means asexual. Сексуальное размножение самка не требует самцы для оплодотворения яиц, так что проще выживать малочисленным видом. This makes it easier for a species with a small population to survive. Самки размножаются без самцов, фарс, преступление против страсти и здравого смысла. Скажите побольше про эти ловушки. Выглядит, может, не особо, но придумала их Лена Струн, так что уверен, что справится. Ловушки придумала Лена? Не без гордости отвечает он. Как работают ваши ловушки? The phasmid crawls down the funnel and, having eaten its fill, can get back out. At least, that's the intention. The net isn't a perfect solution, but we didn't want to use anything that might damage the specimens. Что используется в качестве наживки? Locusts. Nearly all known phasmids are herbivores, of course. But we've hypothesized that the Insulindian phasmid might occasionally prey on other insects. Inside the traps, Ловушка кишит и копошится прочь роем саранча. Хищный палочник притворяется тростником для охоты и засады, звучит сомнительно. Хищный палочник звучит сомнительно. Thank you for your opinion. We have also included plant material in the traps to satiate your skepticism. Много ли смысла ему идти за растительной пищей, если она у него под рукой может быть среди тростника? Что вы будете делать, если ловушки не сработают? The predatory hypothesis, using locusts as bait, accounts for the failure of previous efforts by other teams, which use plants. We have given this some thought. Ловушки собраны ловко и вдумчиво. Очевидно, жена криптозоолога знает, что делать. Сколько тут еще? Ладно, давайте поговорим о другом. Вернее, как вы стали криптозоологом? В общем, ваша детская мечта воплотилась в реальность. Когда-нибудь находили криптидов? Very few cryptids are ever discovered, and not for a lack of trying. To stay hidden is a cryptid's primary quality. Сколько всего криптидов обнаружено? Even in the name, cryptid. Of the list of cryptids kept by the Cryptozoological Society of Chemney, which is 4,082 items long, about 2,000 have been confirmed as hoaxes. Из 4000 половина фальсификации. Да. Two are categorized as confirmed discoveries. Всего лишь два достоверно обнаружено. Differing stages of discovery, refutation, and data. Лишь два точно оказались настоящими. Yes, the Chateauquan forest pygmy, who turned out to be an extinct species of primate, and a cave salamander from Yugograd, who is, honestly, quite unremarkable. It's in a zoo somewhere. We cryptozoologists are brutally honest with ourselves, more so even than the public. With cryptids, most cryptids are hoaxes or they are never found. That does not mean we should stop searching. 2 из 4000 это даже не In процент. fact, it is 0.05%. Ever more magnificent should our search contribute to making that number 0.075%. Он явно все давно посчитал. Ты его не подловишь и не преубедишь. Но почему не быть обычным зоологом? Настоящее животное тоже полный загадок. Настоящий фрактон. Знаю, вы думаете, что одно уважаемое занятие, другое просто предрассудки. Все так думают. Честно, как по мне, быть криптозоологом лучше большей части того дерьма, которым занимаются люди. Криптозоологи, правда, смахивают на попытки выдать желаемое здесь. Что вы, тоже профи... Давай это. Окей, мои методы такие же, как и у других ученых. Просто я прибегаю к более широкому спектру свидетельств. И глубже верю, что может произойти нечто действительно неожиданное. А сами подходили нечто действительно неожиданное? Во, близок. На какие свидетельства вы опираетесь?
Забытого фольклора, добыть жик из газет вроде той, что привело нас сюда в поисках СМИ, дает открыт всему. Ему интересно то, что, по мнению большинства ученых, не интересно. Но другие ученые недостаточно прислушиваются к обычным людям. Спасибо за объяснение, теперь давайте другому. Так. Ладно, до конца изучим, потом я посмотрю, что там. Давайте поговорим о конкретных криптидах. Скептический комитет смотрит, ладно, каких именно криптидах. Обычно я обсуждаю их со специалистами, так что не знаю, что нас с вами обсуждать. Хочешь сказать, он придумает. Его нужно спрашивать о конкретных криптидах, которых ты слышал от Лена и его друга Гэри. Так он говорить не станет. Какого криптида вы почти поймали? Вы поняли, что был такое? Его человека? Это долгая история, она интересна не специалисту. Его люди? Или еще как интересно? Кто такие его люди? На самом деле это не люди, некоторые считают, что даже не животные. Судя по всему, они прямые потомки деревьев. Говорит он обыденным тоном, как нечто самое разумеющееся. Очень-очень тонкие, почти плоские, легкие. Прячется, оборачиваясь вокруг деревьев и сливаясь с корой. В этом смысле они довольно схожи с фазмидом, которого мы здесь ищем. Погодите-ка, то есть я, возможно, сам того не знаю, видел его людей? Как вам удалось почти поймать его? Was hoping one of the willow people would get paint on it and not be able to camouflage itself. After waiting in hiding for hours, I saw a figure slip from one of the trees, a lavender shadow dashing through the grove. А потом? I chased it with a net, not very elegant. You can't be elegant in the field, and well, it was faster than me. A lavender shadow. I know you think we were snacking on funny mushrooms. It's easier to mock someone than to admit that the world might be more interesting than Да, мир даже такой, какой есть, интересен. Furthermore, I'm not saying it was a confirmed sighting. I'm painfully aware of what goes into verifying such things. There is a serious possibility that I saw a squirrel or a trick of the light. I am my own harshest critic. Это слово подчеркивает, что теория звучала как опровержимая. By all means. Так, ну давай посмотрим, что там за навык. Lena, you always have to prove yourself with this man, which means you have to provide the cryptids. Maybe he'll answer. Что это дает? Потому что ты дома тупо легавый. Они эти кретины от искусства. Ты их терпеть не можешь, их никто терпеть не может. Даже они сами. Тебя от этого тошнит, от всей этой индустрии, построена на нарочитой небрежности и игривом вине. И давай уже будем честными на схемах от ухода от налогов. Центр телебом, сердце этого нечестивого симбиоза, эстетики и оптимизации налогов. Ты интернализировав его сущность, теперь тоже можешь претендовать на свой кусочек. Надменное мудила, минус 2 внушения. Пассивные проверки энциклопедии дают плюс 10 очков опыта и 2 реала. Блин. Интересно. То есть один навык я верну только через 10 проверок. И заработаю всего лишь 20 реалов. Ну, что-то такое себе. Не, мне не нравится.
Пусть будет так. Чтобы еще поизучить. Особо-то нечего. Ну пусть это изучается. А блин, с ним еще можно говорить еще до хрена. Звонить в участок, позвонить в публичную библиотеку. Гарту можно ночью дать. Женщина надо успеть до вечера. В часов 5 пойти может уже. Оружие свое вернуть. Тело надо ночью отправить. Блин, вот с этим будет самое тяжелое решить. Подписи нужно ли ставить. Спиды мне не хочется пока. А это надо еще через день позвонить. Я пока не хочу ей говорить. Интересно. Караоке, пряники. Ладно. Hello. Так, можешь риторику прокачать. Почему у меня логика 5? Я не понял. А, это потому что я прокачиваю фигню, наверное. Мне делает -1 логика. Hello. What can I do? Время возвращаться к своей женщине, Морел. Woman. You mean my wife, I assume? I will return to her. But I can't leave before we finish with these traps. My wife understands that just as well as anyone. Come on, Morel. We've been soaking out here. And leave the traps? Absolutely not. I won't let Lena down. Come on. She wants us back. I'm soaked up to my nuts over here. We'll both catch reed crabs if we don't dry out soon. Мандавошек. Да. Не подведу Лену, кажется, уже написал с Фазмидом какие-то особые отношения. Не знаю, что Фазмид столь важен Лене. Достояние свидетельства зафиксировано одно лишь из 4 в этом веке ее. На самом деле, она, видя Фазмида, мне об этом не рассказывала. Он кашляет, потом продолжает. Ясно дело, ты без расписания загадочным Фазмидоиде. It's long been our dream to find proof of the Insulindian phasmid together. I can't abandon course now. Мы что, можем помочь ему найти Фазмида и подложить туда что-то? Может, вернетесь в танцы, отогреетесь, потом позже проверите ловушки? No. The traps need to be monitored on a regular schedule. Хорошо, у тебя будет тело, хотя бы, которое еще изучить можно будет. Он уперся на смерть. Я не прочь проставлять ловушки. О, серьезно, мы можем предложить ему проверить ловушки? А что если мы проверяем ловушки за вас? Не ждешь, что вас так заинтересуешь нашу работу? Собственно, сел на удивление. У криптозоологии и работы сыщика очень много общего. Где ваши ловушки? One is to the south, on this little peninsula, by the boathouses there.
is very near. Another we set in Land's End, to the northeast. It's behind a small sand dune there, on your way to the old radio tower, after the church. За церковью, а другая на юге. Там где-то. The third is set near the canal, where you crossed, by a concrete slab. A big thicket of reeds going up the slope, and among them, you should check at least one of those before returning to this one, since I just said it. This one's more of a technicality, but still, better safe and stupid. That seems like a lot. Do we really have time for this extracurricular venture? Тебя как знание не требует дополнительных обоснований. Is it? Да, не сказать, что ты его убедил, но коротко пожимать плечами, мол, почему нет? Если вам кажется, что это важно, вам уже доводилось оказываться правым. Что мне делать, если я найду в ловушке Фазмида? Ему не по себе, когда он видит, что вы вольно присвоите сей успех, но он о том не скажет, не помыслит, лжет даже себе. Что если я встречу Фазмида просто так? Но на этот случай надо достать маленький белый разрыв. Я прыскаю вас феромоном, коктейлем собственного изготовления. Он из мускуса и химикатов для исследований. По идее, феромон должны привлечь к вам насекомое или хотя бы сделать так, чтобы при встрече оно не сбежало. Но они сильные, продержатся с неделю. Давай, лей, да погуще. Он поливает тебя странно пахнущим спреем дважды, когда ты подставляешь твою подмышку и удовлетворенно кивает. Запах умирающих тростников, цепающего до тоски. Надеюсь, вы ему не верите. Распыляет его, не давая вам коснуться баллончика, будто он драгоценен, как святая вода. Лейтенант морщит нос. Драгоценный есть, на разработку одной порции я трачу 50 реалов. Ну да, откуда он знает, что такое само финансирует свои исследования? С презрением смотрит на лейтенанта и возвращает резерв в карман. Я готов к делу. Да, то есть вы двое можете собираться и возвращаться в танц. Чтобы он не думал о том, какой крюк вам придется совершить, очевидно, что эти двое устали и им нужна помощь. Наконец-то кто-то дело говорит. Спасибо за помощь. Мы с Гири начнем складывать лагерь. Если у вас остались вопросы, самое время задать. Когда вы займете ловушки, мы уйдем. Ой, давайте я сначала их обговорю по максимуму, потом отпущу. Урок по криптидам продолжается. Я много знаю о доброй зеленой обезьяне. Смотрите, у меня даже ручка с ней есть. Улыбается он. По нему проходит теплая волна. Конечно, я любимый криптид доброй зеленой обезьяны. The search was fabulously unsuccessful, but the people were very nice. I'm glad they didn't understand what Gary was saying about them. What? South Safra? They're just on a different rung of the ladder, Morale. I had no problem with them. Really? You kept complaining about how dirty everything is, but we digress. They're a nascent culture. I just didn't feel comfortable. And let's change the topic, okay? Talk about your critters. Yes. Back to да, иначе криптозоология очень не ссорит друзей. Я знаю, какой криптид самый опасный, жеромский гном. Formerly the most dangerous, yes. But do you know the most dangerous living cryptid? Наверное, злые макаки, устроившие махач на огромном шаре. Кто? Злые макаки. Я и сам подозреваю одна из них. Вы имеете в виду людей? Ну да, мы весьма опасны, если нас можно назвать криптидами. Самое опасное — это хищная жвачина, здесь на народе как страхолось. Страхолось? Погодите, а на людей тоже нападает? Жесть. Ладно, как выглядит страхолось? Тогда как отличить страхолося от обычного?
That's what makes it so dreadful and hard to identify. Да. Лось, который выглядит как лось, что? Он же шутит, да? Я на 100% застраховался, абсолютно верю, что он существует. Найдены лесу тела лишь одно из материальных свидетельств. Есть и другие, вплоть до наблюдений из вас 400-летней давности. Но, конечно, ничто не может удовлетворить скепсис. Детектив заканчивает замурал, а потом прибавляет удивительно мягко. Простите, я не хотел ссориться. Просто подвергать все сомнению моей работы. Мужчина касается пальцем шляпы, прячет к тебе. Я знаю, какой крепится самый большой кукунурский великан. А вы? The Samaskill desert region has been embroiled in a small civil war for that. I fear this mindless barbarism may have wiped out the elusive creature entirely. Sightings of towering luminosities have grown rare recently, while they once used to be constants. Yes. Да, люди постоянно видят миражи. Миражи — это постоянное явление, о котором люди предстоит рассказывать, когда у них случается война. Кстати, логично. И все еще не ясно, как это связано с вопросом, видел ли ты его или нет. Он просто огрызался. Я знаю про Cryobacter catlensis. Everyone knows about that one, thanks to Professor Mijanu being the talk of the town for a time. Although, probably because her life ended as a result of her work in Gutler, no one remembers her contributions to the search for the non-ok? A flightless cursor owl found in the Seminine Isles. Ой, что за господи, ужас. To run faster than any other avian, perhaps any other animal. Who knows? Он про страуса? Well, it's not hunting its prey in this manner. The ock Похоже, нет. Like a bat, waiting to dive on hapless prey below on the jungle floor. Mijanu liked extreme animals, you see. One of the few figures of the academic establishment I respect. Really a shame she disappeared. Когда она пропала? Oh, decades ago. In the 30s. I didn't know her personally, of course. The chasm of academic pretension still stood before us. Even though she had unusual courage for someone from the other side. Просто расскажите мне про какого-нибудь клевого криптида любого. No offense, officer, but I'm not much of a pedagogue. I don't know what I would have done if Lena hadn't persuaded me to go back to field research. You should ask her if you want interesting stories. Me? I'm not a people person, unless you haven't noticed. And I don't make a good lecturer. My strength lies in field work and persistence. By all means. Давай с Гарри поговорим. Hello, I'm Gary. Yellow man. I mean, officer. The lieutenant raises his eyebrows slightly and takes out his Hello man. Это расизм был сейчас? Interesting. Стоит его об этом расспросить, но сперва другое. I'm just waiting for my friend Morel to finish up with his insect traps so we can return to civilization. Небольшой фанат прогулок, да? I like nature, just not this bloody coast. It's mostly drunks and degenerates that come here. Degenerates? Пол пиетета к высшей власти, к правопорядку, то есть к вам, мессир. Потому не видеть горькой правды, начертанной на вас. Значит, вы могли бы прикинуться достойным господином, скрыть, что вы рожденец, это вы. Про меня такого не скажешь. Уж в этом я тебя заверяю. Я трезвый, как стеклышко, строго уставной хранитель правопорядка. Алкоголь меня вовсе не интересует. Моя команда. Он серьезно клеит, а меня он бывал искушал, но кто-то должен остаться сильным ради Реваколя. Берет взгляд на груду мокрых поленьев у себя под ногами. В отличие от других, он говорит Реваколь через К.
Ты сказал ревоколь? Мне нравится назвать его твердо, по-старому, по-весперски. Серьезно кивает он. Он подмигивает, как бы на что-то намекая, будто приглашать тебя тоже неправильно произнести. Странно. Это тайный обряд, секретное рукопожатие очень маргинальных националистов или типа того. Хрень, ты настоящий патриот. И ты лучше знаешь, как произносится это слово. Посерей снизки, изящно, чисто точно. Ты знаешь что-нибудь о повешенном из танцев в тряпье? So that's what the RCM in Martinez is about. Great. Great to hear someone's finally taking care of that. So you do know something about it? No. No. Nothing. Бурно мотает головой, поправляет галстук. He was some kind of mercenary. But everyone here knows that. I'm just glad to hear you're looking into it. That's all. Ему как-то не дал надежды, а? Странно. Он не убийца, нет, но что-то тут нечисто. Это твоя кружка? Показать кружку желтый человек. Ты сказал желтый человек, так мало кто говорит. Когда ты воскликнул, ты будто с тоской к ней возвал. Серьезно, это дом? Ты похож на человека, у которого дома может быть целая коллекция. Ладно, дай второе. Oh, no, that's not... Why would I be calling to a broken mug? Все равно подозрительно. Я упоминаю, что кружку нашли на месте преступления. Ладно, признаю, я бросил кружку в мусорный за гостиницей. Значит, ты на ты очень сожалеешь. Так это он вызвал полицию, что ли? И его стукачом считают. You're not going to find me, are you? Герри, мне просто нужна информация. Thank you. You won't regret this. I won't use another man's property to dump my garbage ever again. I don't know what got into me, really. Work has been stressful lately. Damn Koiko's price. Соблазн, конечно, был подзаработать, но зачем парни это душить? What did you do, Gary? Nothing. Just answering some questions. Helping out the law. Как ты пробрался в мусорный бак? I know a guy who works with the trash collection services, CS Municipal. He gave me a master key for the trash containers of Martinez, so I can use the Whirling's trash compactor to store my own stuff. Hello? Garbage disposal is expensive as hell. The damn Bohemians run it like a mob. I'm sorry, okay? I thought I could cut costs. I shouldn't have. Disgraced. No need for the histrionic, sir. It was, after all, just a trash container. He studies his reaction. Может, на его реакцию Герри не отвечает. Герри, это ты выбросил одежду жертвы человека, которого повесили в мусорный бак? Officer, please. Let me explain. Not like that. Объясняй. Прибрался, жил на другом конце двора того места, где его повесили, и видел, как его раздели. Одежда валялась по всему двору, воняла. Люди, знаете, как ведут себя как животные. Да-да, и что? Потом я решил убрать тряпки, потому что больше этого никто бы не сделал. Я со мной в бак танцев, признаю, вместе с разбитой кружкой. По условиям он вдруг передумывает. Ладно, собираюсь выкинуть кружку. Ну и выбросил, и одежду тоже. Какой странный парень. Исполняли гражданский долг, ехидно замечает лейтенант. Именно что гражданский долг. Он неловко переминается, ты слышишь позвякивание, будто по деревянному полу катит стеклянная бусина. Где-то это уже слышал, но где? Что? Он спиздил часть брони. Ах ты гаденыш. Это звук брони был, сука. Что это за странный звук? Странное позвякивание, я его слышал, когда ты пошевелился, сука, гаденыш.
Медленно поднимает руки на серасе, даже не беззвучно. Зараз тростников много странного, насекомый мусор, может ветер его перекатывает. А может тебе надо было штрафануть все-таки? Каждый день ветер теребит тростники, все, что осталось в нем, бубны и упаковки от презервативов. Пластиковые и стеклянные бутылки, запах разложения. Ты слышал звук, и этот звук позабыть уже не так-то просто. Тебе часом ничего не известно о пропавшей бронежертве? No. I mean, yes. Of course. I know he was wearing armor. Младенец видно лжет, но слишком страшно сознаться владение втором. Что тут нечисто? Когда закончится эта тема, присмотрись к ней повнимательнее. Сменю тему пока что. Здесь семья хочет немного помочь исследованию. Он явно испытывает облегчение, что все закончится. То есть ты был у него дома, любовался на его колониальной кружке. Пожалуй, любопытно было бы ему об том сказать. Чего он так дергается? Что с его самообладанием? Проанализируйте его манеру держать себя. Ах ты засранец. Тебя удивил мой коллега лейтенант Кацураги. Other than Sale. I meant no offense, truly. Да, чем вообще они там у себя соли занимаются? Замышляют что-то? Да чё ты, я его байчу, чтобы реакцию посмотреть. Oh no, nothing like that. Definitely not scheming. Ну, боец непроницаемый улыбка. Только какая-то теория заговора. Возможно, сумеете обсудить, когда с вами не будет лейтенант, но если не забудешь. Да. Мне хватает теории заговора уже. Лейтенант Руженец Шоля. Of course he is. I was just speaking about his connections. Let's change the subject. Еще connections. Sounds like some conspiracy topic. You might. Ты тоже капитазолог? Oh no. I help Morel with research sometimes, and I've learned some things along the way. But I don't usually go in for picnics like this. Так, Гарри, ты живешь неподалеку от квартиры Мартинезе, верно? Sure do. His eyes narrow. Он едва заметно прищурится, раздумывая, к чему ты это. Не была в последнее время такой, чтобы ты обнаружила дверь открытой? Ты... И ты большой поклонник человека из Хендаля? Он бледнеет, как полотно. Аврар Клэр решил, что необходимо закрыть твою дверь. Видел постер у тебя дома, знаешь, я ведь и сам тоже фанат Хендармена. Видел его придурочный постер у тебя дома вместе с другими твоими колониальными финтифлюшки. Но почему вы были у меня дома? Эвра Клэр попросил меня вскрыть твою дверь и решил, что раз уж так, заодно я смотрюсь. Так вы работаете на Эвра Клэра? Понимаешь, что происходит у меня? Пожалуйста, передайте ему, что меня между нами никаких обид. Или нет, скажите, что я ему компенсирую. Что я натворил? Пришли за мной бандитов. Шепчет мужчина, глядя, чтобы никто вас не подслушал. Перед шепотом он горбится. Тему закрытую, Гэри. Он на этот эффект рассчитывал припугнуть просто. Да не сыто, Гэри, это просто открытая дверь. Серьезно, я даже не знаю, в чем там проблема. В чем бы ни было, передать ему, что я нем как рыба, мужчина задумывается. Но я слишком громко думал вслух до вечи в танцах о кое-каких теориях. Это не повторится. Мне наглядывается. Если я могу чем-то помочь вам или просить за помощь, просто скажите, постараюсь все сделать. Ты серьезно, я перепугал, он прям таки тоже. У него уходит много злости на то, чтобы не поплыть окончательно. Люги развернулся, с мешкой замечает лейтенант, и не поворачивается обратно. Ему явно понравилось, как задерживается Гэри. Возможно, он даже сменил мнение по поводу взлома дверей.
Рубашка на нем вообще не сидит. Взгляни хотя бы на пуговицы. Они едва держатся. Будто что-то хочет из-под них вырваться. Его внушительная мускулатура. Он тщедушный, попробуй еще раз. Что надето под рубашкой? Да, вроде керамической брони, например, которая позвякивает, как жемчужина или стеклянный шарик, когда ее сегменты соприкасаются. И которую украли с трупа во дворе всего квартиры. Вижу, ты ценитель классного боевого снаряжения. Жемчужина, стеклянный шарик. Я знаю, офицер, что вы догадаетесь. Тяжело вдыхать. Простите, что не сказал сразу. Я расстегиваю рубашку. Мне стыдно за содеянное, я не хотел, чтобы вы узнали. Под рубашкой поблескивает белоснежная эмаль. Худую грудь закрывает тонкое полотно из подвижной керамической пластины. Ничего лжи, мессир. Он признается. Стыд неожиданно искренний. Гэри, что происходит? Нет, вы тут объясняетесь. Ледяным тоном говорит лейтенант. Немедленно отдай мне броню. Что на самом деле выбросил одежду и мусор? Все снимали с него броню, я видел. Его одежду разбросали по всему двору, все воняло. Он сможет себе под ноги. Я пришел носить свой мусор и решил прибраться. Ты привел на земле, а он болтается, ну и он сглатывает. На мгновение честь меня подвела. Я подумал, он иностранец, все говорит, что он не местный. Блядь, какой же ты расист. Оставалось только кераса, но я ее снял. Было раннее утро, никто не видел. Я забрал ее зря. Если бы я знал, что у вас тут будет из-за этого проблемы, я бы не... Его губы начинают дрожать. Блять. Фак. Чистосердечно кается, мессир. Не чувствую попытки обмануть вас. Ну, очевидно, что уже, блин. Ничего, лейтенант делает пометку кто-нибудь. У нас остается открытый вопрос, и сейчас вы его закрыли. Простите, мне так жаль, что я назвал вас желтым человеком, песочным говорит он. Флотом сюзерена руководили солийские офицеры. Кто из них стал на сторону короля, когда... Качает головой. Они были до глубины души консервативны, вдруг осознает он. Трудно сказать, что лейтенант думает об этом историческом звенении. Лицо у него не удает эмоций. Гарри, почему ты мне солгал? То, что дал слабину, отвечает он, глядя никогда. Нужно было сказать сразу, как только я увидел, но... Какой черта, Гарри, ты напортачил? Уже объяснил, не находит он все силы закричать. Тебе известно, кто убил повешенного? Я был уверен, что простите, но теперь уж точно не буду об этом болтать. Дай слово. Не знаю, больше не стану разглагольствовать на эту тему. Это правда все, что ему ведомо. В смысле, не буду болтать? Так нам надо узнать. А если бы я ему не напугал, он бы ответил, интересно. Мне медленно надо им не броню. Он снова вздыхает, повесив голову, полностью расстегивает рубашку. Показывается кераса, комплект к ботинкам повешенного. Вскоре она у тебя в руках, пахнет потом Гэри. Она такая легкая, как мешок с ват. Ну что, Гэри, мы закончили? Да, конечно, я никогда больше не слышу подобного. Он оглядывается, избавленный от некого груза. Губы по-прежнему дрожат. И Клара не буду мешать, клянусь. О, да. Броня керамическая. Раскрой внутреннего ботаника, это техасских очков мутит. Блистательный рефлекс, отражение лжет. Внимание на дорогу, максимальная сосредоточенность. Ух ты. Болевой порог, толстая кожа. Сила воли, уверенность взаимы, эмпатия, иллюзия неуязвимости. Эта кераса стекловидной эмали сидит как влитая, распределив кинетическую энергию с помощью своих бесчисленных белых пластин, что самое удивительное, ее можно носить под плащом. Кроме того, если ее потрясти, она издает мелодичный фарфоровый звон. Блеск собственной славы ослепляет тебя самого, не можешь спокойно смотреть на свое великолепное отражение, тогда эти классические темные очки оверсайз для тебя. Какой идиот придумает квадратную пластиковую оправу бежевого цвета? Она же никому не идет. К тому же, когда смотришь на мир через такие толстенные линзы, начинает подташнивать. Тонкий проволочный каркас придает этой футуристической
Серьезно? Тонкий проволочный каркас? Шапки от фаун форму лыжного шлема, но не обеспечивает это защитных свойств. Закрывает уши и брови владельца, чтобы снизить лобовое сопротивление. Прикольно. Так, а если я захочу переговорить с ним сейчас? Ладно, давай сохранимся. Какое сохранение было? Бля, я не помню, какое мне ненужное сохранение. 3 вроде. Ну-ка. А если я попробую сейчас поговорить с ним о броне до того, как напугал его двери? Always a pleasure to... I mean, officers. That shirt looks yes. I was... We're not this... Later, No. You've got explaining to do. because I was weak. I'll explain later. I always thought it was the Union. Some Union hardasses lynched him because of the strike. But almost everyone in town Он knows реально that. другое говорит. I wish I could tell you more. Я был уверен, что это профсоюз, бандиты из профсоюза, самосуд из тачки. Но это знают почти все в городе. Хотя бы я рассказать вам больше. This is all he knows. Бесполезно. Я боюсь, что сейчас из-за того, что я... Из-за того, что поговорил с ним заранее, из-за этого... Как сказать? Он потом может что-то не рассказать. Я на всякий случай сделаю резервное сохранение. Сейчас сюда загружусь. Сохранюсь на 3. И все. Возвращаем это. Так, вы, наверное, можете идти все. Always I mean, officers. Hello, hello. What can I do for you? А вы знали, что Гэри спрятал броню? Hell no. I had no idea. And I'm still cross with him, to be honest. It's not like him. It's got his quirks, but dishonesty, disloyalty are not one of them. Thanks. Больше он сказать не смели. Still glad А his что друг friends от него не died. отрекся? А что если мы проверим ложки за вас? Expect you to take yes. Да. Давай. That seems like a lot. Do we really have time for this extracurricular? А разве тебе не Even весело? relative to examining a week-old corpse, I'm not sure mucking about in the reeds qualifies as fun. But if you think it's important, you have. Bring it. He's not comfortable with the possible. It's made of must. This, I hope you're It is precious. right. whatever he thinks about this detour, it's clear that these. Finally, someone's... Thank you for your help. Gary and I will start breaking down camp. Пусть отдохнут челики. Тут где-то ловушка должна быть вроде. Я так и не понял, где. There's a trap in the reeds В at снеге your у feet. твоих ног лежит ловушка. Я видел, как Морел ставил похоже с такой же сеткой проволок. Same Глядец. behind you. За The спиной ruins of a residential высится building развалины rise жилого дома, above защищенный от ветра под ними. shielding Перешептывается them о чем-то from тростник. wind. The reeds rustle confidently. When this district was booming, Когда этот район процветал, тростник так не разрастался. Свежие выкрашенные фасады ничего не разгораживал. Пьяницам и подросткам негде было прятаться. Теперь лишь ветер дует. now only the wind blows. Взять ловушку. Locusts are crawling Ловушки around. беспорядочно мечется саранча. Никто и не поживился. Никакой плотоядных тростников и You замет. see no carnivorous reed phasmid gorging on them. Big surprise. Ну так неожиданность, не весело улыбается. Что с одной покончено, с 3 to острой. go. Черт, я надеюсь, он кажется в первой же ловушке. Нечего так ухмыляться. Я не надеюсь ничего найти. Просто помогаю гражданам, заодно дышу свежим воздухом.
No, you weren't. Не надеялись. Смотрит на море, потом на то, как ты ставишь ложку обратно. Токсик. Ладно. Пора начинать думать, как поступить. С постройкой тут здания. Отсюда я могу попасть еще куда-то? А, тут церковь. Вибрация бочки, музыка идет откуда-то со льда. Право воды на тебя взирает собственное отражение. Ладно, я чуть отдохну. Попью чаек и продолжу, думаю. Пауза. Так, я тут. Бутербродики и чаек на месте, в желудке. Так, самый тяжелый выбор сейчас. Нужен ли молодежный центр этим людям? Надо подумать. Какие плюсы и минусы? По сути, Эврарх Клэр хочет просто их выселить, как мусор какой-то, который портит атмосферу его городка, наверное. Да. И насколько вообще полезен этот будет молодежный центр? Мне кажется, он не изменит ситуацию на побережье, но он испортит жизнь парочки людей. Семей, те, которые рядом. И мне, честно говоря, просто не хочется ему идти на поводу. Содействовать его беспределу. Мне кажется, эта ситуация почти не изменит, лишь ему какие-то деньги принесет. Да. Опять 2 сохранения. Надеюсь, я не на нужном сохранился, короче. Наверное, я все-таки предпочту ему на зло по-другому поступить. You take the legal documents out of the envelope, a 12 to 40 month construction period, and the zoning plan in the addendum. Как за мной могут наблюдать люди? Вот она, его человек. А если я спрячусь? И тут не могу. Если мне в моем же доме не дадут мне это сделать, это будет странно. Ну тут я могу поделать. О, отлично. Давай попробуем. You take the legal documents out of the pen is shaking in your hand as you draw a pathetic little line. It appears you have drawn a line instead of a signature. A puny line. Looks like the late stages of the... No, it's just a line. Forgery obviously isn't your strong suit. Sorry for suggesting it. If you get... Не. 83%, алло. Ло. You take the legal documents out of... With a confident flourish, you complete your forgery. What do you see on the signature line? Indeed, they look distinctly different and very convincing. These might as well be their actual signatures. But they're not, and the document will be nullified if they dispute it. That means Everard will have to start over. All you need to do now is mail the signatures to Everard's account. Меня устраивает. Им же надо заняться и спорить подлинность, то есть у них есть возможность для выбора. Так что нормально. Мне кажется, это более правильно.
Той женщине пофиг. Бабушка не хочет. Our tenant, the policeman. I hope the Не могли wage бы won't вы keep ее you выстирать? up at now. Ого. What can I can wash it for you, but it's going to take about a half an hour. Think you Нифига can stay себе. put for that Святая long? бабуля I просто. could use a breather. It's been another track and field day. Suit yourself. Patience of your. Ладно, давай к тебе чуть позже приду. Я просто боюсь не успеть все. Сначала я бы хотел сбегать к Эврару. О, ловушка. A familiar apparatus lies among the reeds. The reeds bend forlornly toward the sand. You see slabs of concrete north. The constant, distant song. Louder on this part of the coast. Nearer somehow. And there's that code again. Взять ловушку. This trap is also full of panicked locusts. No sign of any cryptozoological beast. Неожиданно. Another empty trap. Главное не становится. Ну как тебе кардио, лейтенант? Мне вот нравится. Always up for a good jog. Otherwise, would I still be on this case with you? Он улыбается и поднимает воротник, прикрываясь от ветра. Миленько. Так, секундочку. Побежали дальше. А тут нет реально быстрого перемещения? Ну, честно говоря, я бы удивился значительно, если бы мы нашли все-таки эту фигню где-нибудь. Так, почтовый ящик. Ой, а женщины нету. Может, она так поздно не появляется? Я так и знал, что для чего-то этот почтовый ящик нам понадобится. For sending mail. You drop the white envelope in the darkness. It lands with a soft thud on what sounds like about a week's worth of mail as collected in there. Probably did the right thing. You can't trust that slug Everard. You know he's going to play you. Ну мы же разобрались уже. Right, let's go back to Everard. If we don't mention anything to him, he won't know before it's too late. Давай сгоняем к Эврару, чтобы не упустить возможность. А у меня сигареты куплены. Упряпчика набита каким-то неизвестным материалом. Издалека может показать, что настоящая птица выглядит очень нахохлившейся и слегка сердито. Да, сигареты есть. Я бы еще хилку купил. Мне интересно, как мне шлем найти. И перчатки. А это что такое? Стоп. Я это раньше не замечал. Фига себе. Неожиданно. В этой игре реально не хватает быстрых перемещений. Либо я не знаю, какими пользоваться. Как же тяжело до него доебаться. Что это было? Ничего нового не расскажешь. Oh, hey, mister. Mr. Dubois, every worker is a god, right? What can I do for you today?
The golden Это boy правда returned документ. once more. Wonderful. Simply wonderful, Harry. Of course. I already knew this. My friend, the mailman, confirms the letter is on its way. You've done a great thing today. You've given the children of Martinez a real future, Harry. And I Вот это я его firmly наебучий. trust you now. You're in my inner circle. You too, Mr. Kitsuragi. We can talk about anything. The strike, the murder, your lost gun. Nothing is off the table. Oh, Bratan, you play the old man like a three-string banjo. He has no idea. Better not to gloat, sire. 'Tis arrogance that gives the play away. Be subtle. По поводу подписи, которые я получаю, знаю, что вы планируете выжить людей с шумом стройки. Harry, by now you should know I would never do anything tricky like that. However, if the construction noise and limited street access makes some people consider moving, well, let's just say there'll be freshly renovated buildings near the roundabout where those poor people can finally enjoy a significant uptick in quality of life. I'm talking real Дворцах для affordable рабочих, palaces. общага. He proudly spreads his hands to demonstrate the size of the palaces. They're very large. So the village is doomed. You were there, you saw the place, a wasteland, there's nothing left. But mark my words, officers, we are going to reset it. Reset. Уже не устроишь I have пока big что. plans for Martinez, and they do not include humans living in those pig sheds on the coast. That land will be used for municipal buildings and commerce. Harry, imagine a youth centre supermarket church complex, employing hundreds, no, thousands of people. The coast will be lit up with enterprise and life. All those ruins out there. План неплохой, но мне не очень нравится его подход. Если бы он реально выделил им нормальное жилье за те же деньги, он занялся всей этой проблемой, тогда да. А не так, что чтобы они свалили сами. Молодежно-торговый церковный комплекс. Harry, enough is enough. We're taking this district back. The war was 50 years ago, for God's sake. It's time to move on. Думаете, я в это Yes, I поверил? do. I got the center, I got room for a retail complex, and in 4 years, I'll get the church too. The wheels are already turning, Harry. The wheels of progress. This post-war limbo, I won't stand for it. There are kids practically playing with their own feces out there. It cannot go on. There is true indignation. Что ситуация его голос сквозит искреннее негодование, даже боль. Погодите, а вы зайдете памятник в свою часть? I'm not a symbolist, Harry. I'm a realist. My statue will be Martinez rebuilt. 5-story building complexes, workers on welfare, and landowners in Azon hating. Джойс была права, когда говорила, что вы что-то замышляете. Damn right I am, Harry. I'm gonna make the working man as rich as she is one day. That's my job. Just like Такое yours, невозможно. Mr. Peace. Если все будут богатые, то кто же будет бедным? Это вы приказали убить I повешенного? did not, Harry. Although I am very, very glad he's Чем dead. вам выгодна его Why смерть? a war, of course. And what do you have to gain from a war? Victory, Mr. Kitsuragi. I have victory to gain. We are going to start a war with the Wild Pines group and win before they even realize there is a war. Вы знаете, что могут сделать 2 сирийских шерстнескалных пчел, полностью I уничтожить? have. It's a great story, Harry. Did you also know how the bee colony kills the giant hornet? They swarm and blanket it entirely until it suffers a massive heat stroke and dies. He crosses his hands contently, thinking of the interior temperature of the wasp rising. Harry, we outnumber them 1,500 to 1. And that's just Martinez. With all the unions in Revachol, and with public opinion on our side, we can hold off 2 men, or 15 men, or even 50 men. The more they send, the worse it's going to look for them. They made a huge mistake hiring those guys. No one likes foreign mercenaries. The leftists hate them, the fascists hate them, even the moralists think they're in bad taste. Harry, there is no strike, only war. Class war. Or, in business terms, a dawn raid.
Or wait, is that when you still pay them something? Because we won't do that. We're not gonna give nothing. We're gonna take Terminal B away from them. The roads, the gates, the containers, that big crane, even the damn coffee maker. We're gonna take all of it for the people, and fuck Wild Pines. The word fuck rings like a gunshot from his mouth. He doesn't swear often. So that's why you haven't let Joyce in? Yes. It's also why I let that midget Gaumont go. He's too nice. I can't put him through this. Plus, he knows how to get in here. That woman can't tell her tits from her arsehole. She has no What? chance. Tits from her arsehole. It's a local saying. Actually, no, it's Зачем вы подсвечиваете мне свои планы? Because we're friends, Harry. Besides, it doesn't matter now. You can go tell her if you want. It won't change the course of events. We have a significant head start. It's already happening. Сколько человек состоит в профсоюзе? 2,372. Plus yours truly, of course. 2,373. И как вы планируете финансировать свой новый независимый порт? Oh, you mean what sort of goods are going to be flowing through? How am I going to replace all the contacts we'll lose once the poo-poo hits the fan? The clients will ditch us. Harry, we've thought of everything. Clients would take a well-known multinational conglomerate over a local mobster. Вы не думаете, что дело пойдет так же гладко, как огромная часть клиентов идет? Sure, some will go, but mark my words. The company will be unpleasantly surprised to see how many of them stay loyal to Martinez and to the new competitive contracts we can offer. With renewed zeal sparked by communal ownership, the men will be shipping those containers double time. You'll be surprised to see how fast things go without parasites latching on. We'll have our hands free to pursue bold, exotic new revenue streams. Наркота. That's drugs. Drug trafficking. Drug trafficking? Don't be stupid, Mr. Kitsuragi. There are perfectly legal, 100% ethical chemical factories on the Summer and Isola. You don't need to be colonialist about it. Ну да. All they do is produce components to keep the pharmaceutical industry running. That's people's health we're talking about. Old grannies, Но это только верхушка айсберга, не так people ли? with disabilities. The company thinks transporting these chemicals in bulk looks bad, has bad optics, may be illegal in some countries. The Debarders Union, however, we're all about the large volume column. In bulk shipping. За перевозку строчкой с большим объемом за крупного покупателя акулы бизнес. We're gonna transport the living daylights out of those materials, Harry. So your sick kid can get his Benefed, and your wacky uncle doesn't have to come off risperidone. Benefed is a children's cold medicine, usually apricot flavored, and risperidone is used to treat severe psychosis. And the kids on the street can get speed and pyrrolidone. I'm an old-fashioned guy, Mr. Kitsuragi. I sometimes grab a beer with the boys, but I have no idea about the things you just mentioned. But if I were to supply ingredients for some sort of rainbow party, I would make sure the Union took a fantastic share. And I'd keep that stuff far away from Martinez. He's basically admitting to it. Пусть будет 2. Должен признать, довольно хорошо продуманный план, который стоит It's also учтите. far removed from my men and the people of Martinez who've put their trust in me. То, что первое, все равно нет смысла отвечать. Anyway, let's not focus on the sensationalism of the drug trade. This hypothetical drug trade is all anyone ever seems to be interested in. It would only be a small part of the harbor's turnover, just like the harbor is, but a small part of Martinez. В любом случае, Let's незаконно. look at the big picture. Martinez as a whole. There are little girls out there with dreams of making music. Young mothers who want to start businesses. Models who want to walk catwalks and steel welders who want to weld steel. I'm going to unite them all into one economic body. We're going to incorporate this place to Kingdom Come. Everyone's going to be in on the wealth, and everyone's going to pull their weight.
Не очень-то по-рёшевски скинь, здесь флагов Harry, королей. the future I have in store for Martinez will have all the macho aesthetics you love so much. The crowns, the guns. I will even slip in a skull and bones for you, my friend. Oh yeah, skull and О, да, bones. череп и кость на флаге Рёшоля. Рёшельский эскадрон смерти. О, да, эта картина сразила тебя на пол, теперь ты на стороне враг. The visual image has completely Могу я спросить вас, как конкретно члена We're way профсоюза? past specific union members now. This is the big time. We're talking about the future of Revachol here, Harry. You can bother Leonard with that. He loves to run his mouth on such matters. But I'm in big-time mode, Harry. There's something У different. него что-то изменилось, он прямо заискрился, жил, занявшись делами покрупнее. Могу я теперь получить свой пистолет? Harry, I've got to be honest with you. Your gun was found 2 days ago. Withholding this information weighed heavily on me. Ублюдок. Your gun is with an old woman. I hear she's a character, so watch out. This must be the woman who bought the gun from Значит, пистолет все еще у женщины, которая купила его у Роя. Yes, the same one. I see you've done your research. The pawn shop made the gun easy to track. Crazy stuff, Harry. Selling your gun like that? Wild. Anyway. Union Boy's gonna help you fix it. He winks at you. Don't worry, Harry. The neighbors of this old woman contacted my men because they trust me and the Debarders Union. Apparently, she was waving it around at the entrance to her building. Размахиваем направить на As I людей. said, she's a character. I didn't have time for details. It sounds like she's unstable, but don't worry. No one got hurt. It sounds like a very disturbed. У нас нестабильная, отчаянная личность. We might be looking at Возможно, мы имеем дело с медицинской проблемой, будь осторожен. Кто эта старушка? Unfortunately, I don't know anymore. You're gonna have to go in blind, Harry. But she's an old lady. How dangerous can she possibly be? Oh, and she calls herself the Pigs. There it is Pigs. again. The pigs. Like Roy said. Not good at all. I, for one, find it refreshing. Finally, someone cooks Улыбается уголками губ. It actually sounds На самом деле все это выглядит просто ужасно, но не будем доставлять им удовольствие подавать вид. Можете организовать нашу I встречу? already have. Tonight, Сегодня starting 10 22. o'clock, near the old fish market. Ты где я on был? Kent, The one on the boardwalk, a little past the fishing village. Be careful, Harry. I would never set you up for anything dangerous, but you did ask for this. She will be there from 2200 hours. More fun stuff. Seems like we already have fun stuff to do. Пока Great, это Harry, все. great. I think we have truly built a bridge between Martinez and Jamrock today. We have united the Ну да. RCM and the Debarders Я думаю, он на нас еще позлиться успеет. This has been so great. I'm sorry we don't have more fun things to do together, but if you ever feel like bouncing something off me, my door is always open. Помните, я спрашивал про контейнер, оказывается, там сидел супербогатый светоискривляющий тип. Mega rich lightbending guy? Oh my god. How did that get in there? Он настолько богат, что может попасть куда Damn угодно. it to hell, Harry. I specifically told my guys to check all the containers for mega rich lightbending guys. Человек с изобретательным мышлением ничто не остановит. Ким, подтверди, что он там был. Honestly, Harry, Говоря по правде, говоря, мы, может быть, и пропускаем через парковщиков наркотиков, но я не позволю поймать себя на перевозке супер богатых светоискривляющих типов. У нас таки важна репутация. Богатые тоже люди, он был довольно приятным парнем, поделился со мной секретами игры на бирже. Да, перевозка богатых должна контролироваться более тщательно, в этом случае меры безопасности, кажется, не особенно соблюдались. Он должен быть благодарен, что этот чародей почти его своим присутствием покрыл наполовину Ревашолис и жил свою историю при помощи угадочной национальной акции. Ничего подобного. Это просто паразиты, и один такой пробрался в мой контейнер. Скоро за ним и остальные потянутся. Все трое. Спасибо, что дали мне знать, я немедленно этим займусь. Я есть дружок, конечно, что же вы еще мне поедете, Гарри. Он ни на секунду не поверил в то, что в его контейнере на городке завис настоящий супербогатый человек. Mr. Dubois, every worker is Mr. a god. Dubois. Most certainly, Harry.
В голове у повешенного была пуля. So they shot him. То есть вы застрелили, кажется, он приятно удивлен. He was shot in the Они head. застрелили голову до того, как повесили. How odd. Как странно. I don't know what to Я не say, знаю, что Lieutenant. сказать, лейтенант. They Они told говорили, me что they повесили found его. Когда я you. заглянул в And тот the двор, man то is увидел what I saw when повешенного. I took a look into that yard. Как ты до туда добрался вообще? It's impossible to Миссир, say здесь не if определить, he's правдив он telling или the truth. нет. What I do know is Единственное, в чем я уверен, расследование в надежных руках. Если кто-то сможет доказаться до истины, то деле застреленным и повешенным, то это мы полицейские. Да чем полицейские? Godspeed, policeman. By all means, Harry. What's most certain? By all means. I'm always happy. Very nice, Harry. Mr. Dubois, every word До меня that дошла you информация, что got, все из-за right? стрелянных наркотиков. Harry, how could you say that to me? You know I appreciate a joke as much as any Johnny fat guy. The reaction appears to be sincere. Без but комментариев. It's impossible to tell. Harry, you wound me, Harry, in the heart. But I trust you to put this to bed. Do what you must, and let's... He's hiding. За это любезность и настоящее Thank you чувство. for your understanding. We will continue to do what... You too, Lieutenant. You know... No, Jacob. Did we have anything else to do here, Harry? Только что закончить эти местные сети your наркоторговцев. side investigation. Thank you. You've got some spirit clearing up phony drug accusations alongside this murder. I'll talk to the mayor and see if I can get you the key to the city, Harry. Now let's talk real business. Actually, Revachol doesn't have a mayor. He refuses to discuss it further. It's not even a speck of anger in his voice. Отдыхай. Пойдем отсюда. Так, надо пистолет забрать, позвонить, с алкашней пообщаться. Побережье не до конца обследовал. Oh, hey, mister. I'm not gonna bother you with a long... О, можно его расспросить. Oh, hey, mister. Лео, ты, кажется, все знаешь. Я хочу спросить тебя об одном человеке. О, жесть. But who did you want to talk about? Скажи мне об этом Эдгаре, которого ты все вспоминаешь. Mr. Edgar is Mr. Everett's brother. He looks a bit younger, he does, but a very smart fellow. Very smart fellow indeed. He's away on some union business. Не Not even in перебивать. Revachol, they say. All kinds of places he visits. Him and his brother both do when they're on a vacation. Right now, it's Mr. Everett's turn to look after the union. But last year he spent a whole winter in South Africa. Left with the first autumn rains and didn't come back before the trees were green again. Интересно. Организовано довольно крупное производство сыпучих химикатов. А еще с ним налажено неплохое грузовое общение. Расскажи о маньяне. He's a union man through and through. Good guy. He's very calm, laid back, doesn't do much, talks to Everett sometimes. Honestly, I don't know what he does for us, but it must be important because everybody likes him. Yes, they do. I think that's what he does. He makes everyone feel a little better. Oil for the wheels. Маска для крылос. В наше время без нее никуда. Расскажи про головомера. Whoa, he's really something. He doesn't talk much to me usually, but when he does, I don't really understand most of what he's saying. Actually, I don't think he would like me running my mouth about him like that. Once he said he's a dragon to this mob fellow who came picking a fight with some union men. I think he really believes Jean-Luc was a dragon because he ran right off. Another time he almost killed another guy, but I shouldn't talk about that. Один раз он сказал одному своему братану, который пришел устраивать разборки с людьми. Интересно. Ну, расскажи про парня, который сидит в контейнере. Who do you mean, mister? Почувствуй затык, смотри на тебя, как невинное дитя. Ты же даешь себе отчет, что это могло быть просто игра твоего воображения. Модный тип в костюме, вон в том контейнере. I don't know anyone like this, mister. Maybe he's one of Mr. Everett's fancy friends. He knows all kinds of fancy people with suits and purdy carriages. Так, сколько там времени? Еще 2 часа. Он чувствует себя очень неловко обсуждать с тобой тем, касающие Врара. Расскажи про Тита. Oh, Titus is a longshoreman through and through. He was born on a boat, they say. His veins are probably filled with salt water, I tell you. Nice, friendly sort, old Titus is. Скажи об Эвраре. I'd best not. I mean, I could,
but I don't think Mr. Everett would like it very much. You better ask him yourself, mister. Арене. The night guard. Ooh, he's a peculiar fellow. He's the strong, silent type, you could say. We talk all the time, but I don't really know much about him. He plays petanque with my old human studies teacher, Mr. Martin, down at the plaza. I think he's the only fellow who actually knows old Renee. They lived on the same street their entire lives. Even dated the same girl on and off for as long as I can remember. Strange fellows. Mr. Martin was always real nice to me in school. I remember once. Погоди-ка, Гастон был твоим учителем социологии? Mr. Martin, yes. Don't really remember much about him. I was just a boy back then. The night we talked all, they lived on the same street their entire lives. А я думаю про другого человека. Sure. Who did you have in mind? На самом деле я хочу поговорить о другом. Все. Окей. Понял, принял. Блин, неужели я реально не могу телепортироваться? Почему? Не очень удобно. Интересно, мужичок еще тут? Или он пропал? Welcome back, gentlemen. Куда посваливаем отсюда? Еще что ли аптечку купить? А тут ничего нового не увижу. Ничего нового. Пойдем закупимся. Все-таки не помешает ни хилка. Давай еще дроамин. И можно сдать еще бутылки. Так. Я вот думаю, купить ли у Куно сразу штанишки или нет. Так, надо позвонить еще. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out. This is precinct 57. How may I assist you? Мне нужно сообщить. Ну давай сначала с публичной библиотекой. О, до 6 как раз успела. Yes, this is Central Jamrock Public Library here. How can I help you, officer? He sounds worried. Меня взволновал голос, но он готов тебе помочь. Именно так ведут себя люди, когда звонят полиции. Я хотел бы получить любую информацию, какую возможно, о вашем читателе по имени Билли Мижан. Billy Mijan, you said. Give me a moment, I'll have to check our database. Опускает трубку. Опускает. Вот это звук. На метро Драйв в центре Джемрока в темном холле, залитом оранжевым светом ламп, вдали от внешнего шума, мужчина средних лет бивает команды в радиокомпьютер. На стол падает распечатка. За ним одинокий посетитель рыскает по пыльным полкам в поисках книги. Да, алло, вы еще там? Ты слышишь, как он возится с распечаткой? Я нашел домашний адрес Билли. Ты подойдет? Увы, телефона нет. У них нет денег на обслуживание телефона. Да, адреса достаточно. Там живет курильщик на балконе, верно же? Вам известно еще что-нибудь о Билли?
А вы знаете кого-нибудь, кто работал? Он закрывает трубку ладонью чуть куда-то назад. Мария, помнишь это тебя по имени Белимежан? Он вернул дачу книгу Тиба. Ты слышишь, как издалека кто-то отвечает. Марис что? Кричит женщина. А потом прибавляет, да, хорошо. Если это полиция, и начинает что-то объяснять. Так, это была моя коллега Марис, но обращается в библиотеку трубки. Она говорит, что книгу вернул муж Билли. Он же запросил новую научную фантастику. Лос, радиогород. У нас все пока. Блин, я так и думал, что муж ей книги таскал. Грустно. То есть эта женщина не мужчина? Откуда ваша коллега знает, что это был ее муж? Мари знает Билли, она работает тут дольше меня. Иногда за нее возвращает книги муж. Там идет чуток промочить горло на смотровой площадке. Вы знаете имя у мужа? Мари, можете описать, как выглядит муж? Этот мужчина в годах, и говорит, когда они последний раз виделись, он явно выпил рюмку другу. Во что он был одет? Секундочку. Библиотекарь снова отворачивается от телефона, передает вопрос. Мария не обратила внимания. Спасибо, у меня все, других вопросов нет, защит разговор библиотеки. Рад, что смог помочь. До свидания, офицер. Библиотекарь кладет трубку, и звонок с тихим щелчком перекидывается на станцию. Мне нужно сообщить о трупе на пирсе Мартинезе. Неопознанный мужчина средних лет, рост 170-175 сантиметров, темные волосы средней комплекции. Судя по всему, он подскользнулся, провалился в дыру в пирсе и ударился головой в металлическую скамью. Возможно, его оттолкнули? Нет, это лишь гипотеза. Сказали, что это выглядит как несчастный случай, поспешно говорит лейтенант. Но пусть проверят ребята, которые будут оформлять дело. Если что, проблема он быстро печатает. Что насчет лишних вещей? Вы осмотрели его одежду? На нем были сапоги, брюки и старая кожаная куртка с ярко-голубой накладкой. Подкладка в кармане, я нашел читательский билет. Он в центральной публичной библиотеке Джемрика, владелец некто Билли Межан. Если лейтенант Кицураги хотели бы взять это дело сяо, или мне поручить его кому-то другому, мы возьмем дело сами. Пожалуйста, станьте личной жертвой, воспользуйтесь читательским билетом. Мы пришлем кого-нибудь забрать тело в морг. Касса специализация, я могу еще что-нибудь помочь? Пока все. И чё? Что это дает? Отправляйтесь к Билли Межан, чтобы сообщить плохие новости. На живет 20-ка тяжелого дома на серии Мартинеза. Осталось еще 2 ловушки проверить. Северо-востоке. Грустно. Kuno's like Kuno's dad? Kuno doesn't give a fuck about anything. Видите, грубая сила. Давай купим сразу. Или нет? Еще вот нужно сейчас. Ладно, пока не буду брать. Kuno doesn't... Блин, как сюда тяжело добраться. Двадцатая квартира. Это которая... Еще перемешаем, вы знаете, где она живет? О, Виктор. Ясно. Блин, как неприятно сообщать такие новости.
Рядом с теми. A weathered brown door. The number reads Коричневая дверь на табличке, где номер 20. Something smells good. Луковый суп. The lieutenant motions to you to go. This is the door. You already know it's the right door. Будет тяжко. Don't knock. Just leave. You don't need this. You don't need to sag up. Погоди, Кин, давайте сперва все обсудим, чего нам ожидать. Возможно, дверь в квартире немного понижает голос. Ты слышишь задержки таких шаги и народную музыку, которую передают по радио. У нас есть данные предварительного опознания. Судя по всему, покойный супруг Билли, Межа. Мы должны это подтвердить, а также сообщить Билли о смерти мужа. Сообщить о смерти всегда непросто. Недаром это часто считается самой неизматывающей частью нашей работы, поэтому обычно этим занимается пара. Вы будете говорить, а я наблюдаю за реакцией, если будет необходимо, вмешаюсь. Можешь посоветовать, как мне сказать, что он... Главное, не говорите, я понимаю, что вы сейчас чувствуете, то, что это не так. Хороший совет. Что если не хочу этого делать? Да, это сложно. Мгновение он бесстрастно смотрит на дверь. Но простого способа сообщить такое нет и быть не может. Это должно произойти. И чем скорее, тем лучше. Ким, я не хочу этого делать. Давай, уйдем. Попробуй соскочить. Мы не можем. Кто-то должен сообщить. Он жестом указывает на дверь. Идемте. Дай хоть сохранюсь. Она все печально. Смотри, сначала на лейтенант. Он коротко и ободряюще кивает. Где живет Билли Межана, это полиция, откройте. Ты слышишь шум в квартире? Она нервно прибирается. Ее голос слышится страх. Открывай дверь. Сигарет спрятана пустая пачка спецсигарет «Красная Астра». Сигарет все той же марки, что и найденные в мусоре рядом с погибшим. Ай. А окна заклеены стороны вырезки из газет. Неужели заносики не по карману? Нарисована мелом шкала, на которой отмечен рост ребенка в разном возрасте. Учебник для старших классов, математика, в основном тригонометрия. Со стороны бодрости тикают часы. Тиканье вселяет тревогу, он звенит в пустоте комнате. Комнаты. На стенах висят плакаты современных поп-звезд. А где дети? Упаковка с макароном, гуманитарная помощь. На плите греются остатки какой-то еды. Здесь пахнет гречкой и луком. Эх, здравствуйте. Это вы, Блю, книжный стенд. Вы мне попугая принесли? Она не улыбается, потом улыбка сходит с лица. Ой, я же представить забыла, я Билли. Налить вам попить чего-нибудь? Она кидает взглядом чайку, лимонаду, кофе, все вышло. Все вышло. Лейтенант снял запотевшие очки и чрезвычайно сосредоточенно протирает их носовым платком. Ты тут сам по себе. Должно быть, он чувствует себя уязвимым без очков. Это поэтому он позволяет тебе перехватить инициативу. Спасибо, мне ничего не надо. Что, опять Виктор на бедокуре? Благоверный мой. Если надо его из участка забрать, так я схожу. Намазакать, пытаясь прочитать те в глазах ответ. Сука. Что-то мне целится, нет, тут дело плохо. В больнице, что ли? Что с ним? Может, немного поблагодарить, прежде чем вываливать новость? Эмпатия невозможна. Нихера. Здесь Ким плюс 4 определил владельца кожаной куртки, определил владельца читательского билета, платок лейтенанта. Ну, как вы? Да что я, качаю там. Вы же не меняются, уже пришли. Что нужно, офицер? Наверное, нельзя написать. Актеров не знаю. Вопросы давайте еще, атмосферу тепла создавая. Я заметил, вы что-то готовите. Есть-то надо, она беспокойна. В чем дело, девушка? Чего вдруг это постряпнуло? Она нервничает. Здесь живет со своим мужем, Виктором, верно? Виктор, да, детки. У нас две дочурки, Дженни и Джоли.
Сколько вашим дочерям? Жюли 16, а Дженни 18, только не через месяц. И куда все подевались дом смотрников? Он назовет нас глад. Он доспринялся домой. Да зачем ты это спрашиваешь? Известно, добрался ли он до библиотеки. Она глядит на входную дверь. Уже должен скоро вернуться, то он на пару-тройку дней пропадает, не больше. Как называется библиотека? То, что на улице Мира, как официально называется, не знаю. Central Jamrock Public Library? I think yes, if that's the one on Miro. It is. Что он собирался делать в библиотеке? Just to return a book of mine. Why? Why all those questions, detective? Did he... Do something? Надеюсь, что он сломал. Глупая надежда. Это была блестящая кривая МТБО? Yes. Отвечает она и при нахмурившейся лбу становится заметно, что он начинает беспокоить. Напомните, что он был одет, когда вы видели его последний раз. Описать можете? Что насчет подкладки? Подкладка замыкательная. Подкладка ему сама пришла голубая такая, чтобы теплее было, не продавала, а то он всю зиму в ней ходит. Я должен вам сказать кое-что еще. До свидания. Сука. Тебе не впервые этим заниматься. Главное, теряй концентрацию. Господи, мне что, просто взять и выпалить, что он умер? Мне очень жаль, что приходится такое говорить на вашему мужу, Виктору. Да, это самое важное. Используй это слово. Никаких эвфемизмов делать то, зачем пришел. Мне очень жаль, что приходится такое говорить на вашего мужа Виктора. Межана нашли мертвым на пирсе Мартинезе. Она непонимающе моргает. Что вы сказали? Ваш муж Виктор Межан умер. Примите мои соболезнования. Она касается шеи, ее глаза бледнеют жемчужинами в морской воде. О, повторяет он, но он совсем недавно. Она глядит на кухонный стол, где в пепельнице еще осталось 2 окурка. Но совсем недавно был здесь живой. We understand this comes as a huge shock. I want you to know that me and my partner are here for you if you have any questions. Take your time, ma'am. Как это случилось, она просит к тебе. Ее шея и лицо покрываются красные пятна, двойной подбородок дрожит. Пока еще рано говорит, но на первый взгляд выходит, что он поскользнулся и ударился головой. Да, алкоголь мог сыграть свою роль. Ясно, она подается назад, словно пытаясь вообразить секрет. Вы просто нашли его? Он валялся на улице? Сколько он там лежал? Если ты скажешь, может, пару дней, то это наседает печать в своей памяти. Сука. Как не сказать? Что это изменит? Она моргает, ее глаза наполняют слезами. Она пытается нашарить что-то в карманах платья. Вот. Достает свой платок и протягивает женщину. Она кивает и медленно вытирает слезы. Мы можем кого-то к вам позвать, подругу, родственника, кого-то, кто с вами посидит? Нет, шумно выдыхает она. Мне эти девчонка надо сказать. Воздух вдруг со свистом вырывается из ее легких. Господи, позвоните им, что ли, скажи, что пошли домой? Нет, через день. Нет, выделите себе день, чтобы прийти себя, а завтра, когда они вернутся, вы будете готовы. Да, наверное, так правильно, спасибо. Она кивает, на лицо искажено гримасы горя. Ах. Скажите, что мне дальше-то делать? Где он? Хоть взглянуть на него можно? Вы забрали городской морг. В ближайшее время с вами свяжется коронер, чтобы устроить похороны. Вот его номер. Если вы захотите раньше с ним поговорить, дайте ей карточку, на которой указан телефон морга. Сработано славно. Скажите, Аргай, может ли еще чем-то помочь вам? Нет, я позвоню, если что-то будет. Я еще пока. Она трет лицо, проводит пальцем по онемевшим щекам. Спасибо. Пускай там глаза. Спасибо, что сказали, я позвоню, если на сланге качается дыхание. Еще раз соболезную.
Лейтенант кивает женщина, потом снова оборачивается к тебе и понижает голос, снова выйти поговорить. Получить рядом с ней читательский билет и выйти из комнаты. Сука. Грустно получилось. You did well. Он молодец, говорит лейтенант. Стоит он выйти наружу на балконе, прохладно и тихо. Вид на район впечатляет. Я мог больше для них сделать. Вы сделали достаточно. Умолкать, потирать руки, чтобы согреться. Весь мир не спасешь. Мертвых нет. Кто теперь? Когда закончим с делами, потом часто сообщим им про погибшего. А что насчет Билли и детишек? Они справятся. И все. И все. Здесь мы свой долг выполним. Вернемся к нашей расследованию. Что значит, дело закрыто. Идемте. Сука. Грустно. А я не могу больше к ней попасть. Да, печально. Интересно, я могу пойти в гости к этому челу? Дверь снова заплетать, здесь больше нечего делать. Ты слышишь, что внутри кто-то есть, он ходит из комнаты в комнату, кто-то будет от него, теперь он явно дома. А почему я с веревкой еще могу взаимодействовать? Странно. У тебя развитое чувство прекрасно. Ну потом. Печальненько, конечно. Нарисованные персонажи такие живые. Я не могу ничего с веревкой сделать. Почему она подсвечивается? И как к этой женщине попасть? Может, я сам могу сообщить имя. Inside, you see a set of steering levers, a radio. This is Precinct 57. How may I assist you? Still no word, I'm afraid, sir. I know it must be for 57th or... In the cabin. Так, значит, надо пойти с алкашней поговорить, наверное. Давай сюда сохранимся. Так. Скоро надо бы заканчивать уже. 3 часа наиграл. Все-таки это одна из лучших РПГшек. Ну, это... Мне, по крайней мере, нравится миром. Как текст прописан. На мой взгляд, очень достойно. Персонажами. Целым живым миром каким-то. Постирать бы белье. Но это долго ждать. А кто такие вообще? Good to see you, friend. Do I have deals set up for you, buddy boy? Does he actually know you? Or is he just shopkeep friendly? Чем ты? So what do you want? I got smokes. They're cheap. Very cheap. I got Pilsner. Great deal. You won't get a better deal on that piss. Spirits I can let go for 300 real. Нифига, 300 реалов. Это золотой спирт. See? There it is, bratushka. Братушка. Let's buy the spirit. 300 real is a lot, but this has to be done. Братушка. It's our end game. Эндшпиль. Это просто очередная делка, которая приписывает своему галстуку. Bratan, you don't
understand. It's not just another drink. This is what our relationship has been building towards all these years. This is the climax, the mystery, the virginal sigh. You have to buy it from him. Ты должен купить место спик, отобрать, убить его и вспоминается. Вот это наша судьба. Судьба многих миров. Ради всего святого не снимайте галстук, пока это не произойдет. Смотри, как ты смотришь на бутылку спирта, а потом с подозрением на том налей. Друг, мы знакомы? Чик-чик. Снимай на старика Розмари. Он просто шут горох. Маш, чё ты протянул? Давай поболтаем после того, как вы совершите концептуальную сделку. Мне есть что тебе сообщить. Амфетамины? Я думал, что под спидами ты подразумеваешь амфетамины. Ага, ясно. Мне кажется, ты пропустил мне ушей, что офицер полиции. Поэтому я сказал. Ничего себе предприятие ты организовал. Его глаза горделиво поблескивают. Система отлично поработала на старика Розмари, и я держу ее как старую козу в сарае. Ты о чем? Здесь ли, друг? Он поднимает палец. Человек сам творит свой бой. Я неплохо так сотворил. Заполучил 3 бутылки, 2 продал местным ребяткам и немедленно вложил прибыль в дело. Купил курил, купил пиво и даже немного спидов. Посмотри на меня, все у меня на крючке. Он задал камеру, бы открывая без улыбок. Крючок где? Я не вижу. Ты тоже на этом крючке. Ну да. Пьяниц поднимается бутылкой, кивает. Куда денешь? Такая судьба, люди, парняга, они такие. А у тебя есть разрешение на всю эту херню? А у него сигареты дешевле стоят, что ли? Почему бутылка спирта стоит 300 реалов? Видишь ли, друг, достать литровую бутылку голубоватой жидкости, горлышко бутылки наглухо закрытая пробка. Это по-настоящему ценная вещь, стоит своих денег. Сечешь? Раздобыл его по ходу одного бизнес-проекта. Пусть говорит. Честно говоря, даже смешно. Он начинает хохотать, а потом делать 3 глотка своей бутылки с пивом, пристально таращится на тебя. Он нужно сфокусировать свой плывущий взгляд. Что? Что? Пусть говорит. Что значит что? Ты сказал, что что-то было смешно, что? Ты парень. Трясет сказать пальцем твое направление. Может, небольшая беседа поможет получить скидку? Откуда у тебя спирт? Это медицинский спирт, сортная вещь. Достал его в врачебном кабинете. Он не гонит. Спирт это нечто, братан. Пламя истины в этом нелепом мире. Чтобы сжечь себе всю глотку и желудок? Травануться? Пару месяцев назад разбила ампулку одну научную. Зовется торпеда. Вроде как она для того, чтобы человек выпить не мог. Он сплевывает на землю, перед тобой торчит желтый сгусток. Но я смог хулы. В его голос слышно неподдельная гордость. 5 лимонов, полпачки масла, и ты в порядке. 5 лимонов, полпачки масла. Отличный совет, я это запомню. На самом деле нет, Хэппи, там меня через недельку почки эти гребаные чуть могил не съели. За концов меня благоверно в частную больничку повела. Не бесплатно, а настоящую. Эти сволочи, он начинает заводиться. Эти сволочи содрали с меня 4 реала за то, чтобы вытащить эту хрень. В итоге выигрыш остался. Так, и каким образом? Эти идиоты оставили меня там одного, а раньше в школе был учителем биологии. Я знаю, в чем доктора дохлятину всякую держат. Ее глаза загораются. Стибрил 3 банки для стенки жижи из кладовки, змейку выбросил, и вуаля, остался прекрасный голубой напиток. 98,7, плюс чистый спирт. 2 бутылочки уже продал этим достойным джентльменам, кому указано стач. Последняя твоя всего за 3 реала.
Я думал, он стоит 300 реалов. Да, ты правильно думал. Даже не стресся на этот старого рассмотрел. Он наконец придет. Я наблюдаю за тобой очень внимательно, парненько, так что... Сначала ты просил 300, а теперь 3. Да, я так и сказал, 300 реалов, не пытайся надуть. Конечно, да. Я готов заплатить 3. Наконец-то одумался, прям никто такую цену не предложит. Начинает посмеяться. Надо было, чтобы тебя помотало, чтобы дошло, да? Так я могу купить его за эти деньги, да? Вот тут перевести 3 реала, ты буквально грабишь. Вот деньги за спирт. Не забудь получить пёсь от каждой капли, друг. Bratan, I am so proud. Now, whatever you do, don't drink it. This deserves so much more than just regular oral consumption. Не знаю, похоже, это придает моему алкоголизму турбоускорение. Мне это обычно то алкоголизм проблем хватает. No, Bratan. Ты девушка. This is different. This is so good. It's gonna get you out of trouble. We're gonna use it in the most extravagant manner. Just wait for my sign. Keep it with you. Keep it warm. Keep it safe. Soon we will enter the other world. Ничего хорошо это не слит. Уже скоро время настанет. Терпение, мой храбрый друг. In the civilized world, it's a custom to tip the shopkeep, friend. But come back anyway. А ты чё, заморж? Нужен тебе гел. Бурчит небритый мужик с ярко-красным носом. Он прищурится, как будто узнает тебя, а потом отворачивается. От нас недавно также воняло. Тут Абигейл. Вот эти храпывает, тычет пальцем куда-то в ту сторону бормоча. Абигейл, ты слышишь? Не вздумай, блядь, звонить, Абигейл. Is his wife or girlfriend. Chances are she's gone. Calling her wouldn't make it any better or worse. Мы вот уже позвонили одной. You're not going to get anything out Так все было. He's too drunk. Так кто, как зовут? Он не способен сфокусировать взгляд в одной точке, в глазах мути непонимания. Походу, кто-то уже бахнул спирта. Где? Что это за место? Then mumbles something unintelligible. Чего не должен звонить Абигейл? And beckons you to lean in closer. Don't call Abigail. Стуча мязами до этого болота, шепчет. И машет рукой, будто пытается тебя отогнать. Эй, ведь важно расследовать, ты обязан отвечать на мой вопрос. Если мы кричать на пьяного человека, вмешательство, иногда соображает. Расскажи мне о своих друзьях. Он бросает на тебя злобный взгляд. Его голос дрожит, слабеет с каждым вздохом. Абигейл шепчет, не замолкает. Заикается, не звоните. Голова медленно склоняется на бок, и он вырубается, вывалив язык наружу. В любом случае бы вряд ли оказался надежным свидетелем. Да. Текила. Мужчина за 30, одетый в спортивный костюм из икры, ставит на стол свое пиво и протягивает тебе руку. Рад тебя видеть. Как поживаешь? Как обстояла реальность? Пожелайте руку. Так какие дела? Он берется за свое пиво. Погоди, текила? Текила Сансет. How are the high concept reality-based adventures? Какой странный мужичок. He says it like it's obviously your name, like you call someone Billy Brunel or leader of the 4th Street gang. Good. These people know your true name. Looks like it has preceded you, Mr. Sunset. More on that later. Kick. I like this guy. You should too. He respects you by calling you your true name. Реальность кругом, я излюсь и грущу. Скоро атомы и человеческие лица обратятся в сияющую пыль и останутся лишь эхо. Я вернулся, чтобы победить, починить все реальность, я здесь закон. Не знаю, мне говорят, что я коп и потихоньку привыкаю. Дело так себе черная полоса длиной 50 лет. А если я сохранюсь? Hey, Tequila.
Welcome to reality. Потихоньку It's good to привыкаю. hear that you're on top of things. Talking about used to, did you know that I used to be a real mover and shaker? Он задумчиво прикасается к своей засаленной куртке из икры. Sadly, things aren't going that well in Idiot Doom Spiral Land. Haven't found those keys yet, haven't won that great piece of ass back. No word from my business buddies. Пивает пиво. This guy's your buddy. You feel it immediately. You belong to an organization. Братство алкашей. Of drunks. Что за Текила Сансет? О чем ты? Что вы тут делаете? We are saving the world. Смотрит на своих товарищей. Please don't go. Don't go. Это чел, который галстук наш озвучил. Okay, we're drinking. We're drinking alcohol. That's what we're doing. I tried to save the world once, a long time ago, with enterprise, creativity, and willpower. Ничего не вышло. But that didn't work out. So now it's a pirate's life for me. You too. Так, сохранюсь. Давай-ка на единичку, наверное. Tequila. Что за Текила Сансет? В чем ты? It's you. You're Tequila Sunset. С чего ты взял? We've met before. Don't you remember? No. Не, ничего не помнишь. Нет? Ага. Ага, он держит глоток. Хочешь знать, откуда взялось имя Текила? Tequila Sunset. Есть что-то зловещее. Something ominous there. По какой-то причине имя Текила вызывает у меня дурные предчувствия. Возможно, мне не стоит знать его смысл. Может, тебе сейчас дурно? Ты еще историю не слыхал. No. You need the wisdom. Давай. Так, связки справа промочу. Он делает большой глоток и начинает рассказ. Tequila Sunset rolled into Martinez last Friday. Прошлую пятницу. I mean you. Человек-легенда. Погоди, мы встретились в пятницу? Hey, let's not jump ahead of ourselves. This is your story. Делает еще глоток и продолжает. You got here on Friday to solve a case, hoping to be the early bird who gets the worm. And by the worm, I mean Тебе, видимо, подал на выпивку. Because as far as I know, all you did was get piss drunk. Ой, интересный парень. Word on the street is you went around the local hostel telling people that you're a police officer, and that it would be really fucked up if you shot yourself in the head right in front of them. That's pretty high concept, if you ask me. The lieutenant's brow. Брови твоего напарника насуплены, он старается сохранить максимально возможно невозмутимый. Да, я слышал об этом раньше, смущенно кашлянуть. Ну да, было такое. А что? Hey, man, Да, приятель, я же тебя не суждаю. Может, бутылка в ту сторону. Наша жизнь и доль печали. Многие самых концептуальных исторических личностей покончат с собой. И были алкашами. Привет, Есенин. Either way, it was a late Saturday night when we, the Union of Moribund Alcoholics, got our drink on. Члены общества организирующих алкоголиков. We get our drink on 24/7. Makes everything warm and glowy. I trust you know the feeling. Oh, yes, you do, Bratushka. The only thing better than that is putting the pedal to the metal after you kiss the tie. And off we go. One moment we hear the sound of a motor carriage revving up somewhere on the plaza, followed by a series of dings and bangs. Это мы приземлились, походу. Do you remember the sound of wood cracking? Рекламный щит. Naturally, loud noises. Естественно, громкие звуки пробуждают любопытство в любом случае, обладаешь ушами такого реальности. Я хочу сойти с поезда этой истории прямо сейчас, естественно. Anyway, there was a brief silence, a gasp of silence, if you will, followed by a real commotion. We heard the carriage careening towards the coast at top speed. На предельной скорости. Sounded like someone jumped the canal. We grabbed our brewskis and rushed to the jetty. Never underestimate the speed of an alcoholic. Не стоит недооценивать скорость, с которой могут перемещаться алкоголики. What we saw was a sight to behold. A beat-up police Раздолбанная полицейская карета с тобой внутри. Двигатель взревел, и ты заорал, что было мочи. Сука. The time hath come.
В апокалипсисе проснулся. Поскольку любопытненькая кошка, я поинтересовался, что за время пришло, и ты ответил. Время. Текила Сансет. Говорит, конец всему. Ничего не говорит, так ты сохранишь больше достоинств. Каждое слово правда Текила Сансет уничтожит тени реальности. Да, тени. Почему бы и нет? А потом ты нажал на педаль, слетел с причала и провалился под лед. Сука. Мы могли еще и спасти машину, оказывается. Что твои правые ноги напрягаются. Чудом не пострадал. Ведь был покрыт водорослями и прочей дрянью, как какое-нибудь морское чудище. Да. Сидел на берегу и плакал. Сказал, что в машине стоит твоей формой в индустрии, но поздно та уже ушла под воду. А как она всплыла? Странно. Там ты похож на свою мотокарету. Мы не могли стоять товарищами, поэтому выразили свои соболезнования и предложили присоединиться к нашей вечеринке, на что ты, естественно, ответил согласие. We asked about the whole Tекила Сансет thing, and you told us it was your name now, and insisted that we all call you that from then on. Где так Текила Сансет — это событие или имя? Ты скажешь, что ты событие, что уничтожишь тени реальности. Да, я точно слышу эти слова о тенях раньше. Мое настоящее имя Гарри. Это просто имя, которое тебе дала тема. На самом деле тебя зовут Текила Сансет, просто прими это, братишка. Как долго мы зажигали? Алкомарафон. В какой-то момент, кажется, в воскресенье утром ты развоевался и захотел поговорить о револьшойских женщинах. Женщин. Кенни красивые, в то же время Кенни все шлюхи и тому подобное. Как одна из них тебя просто раздавила. Вскоре ты пересек горизонт событий, помрачнел, встал и ушел, не говоря ни слова. Я пошел в одиночестве бухать на стену. Вау. Да, вот эта история. Да, готов поспорить, ты Кио просто агент в своем участке. Ты, наверное, гордишься, что работаешь с ним. Он в чем-то прав. Если бы вы только знали. Я рассказывал что-нибудь конкретно о той особе, которая меня раздавила? Что конкретно ты не говорил, просто повторял, что тебя окончательно раздавили, что нас всех тоже раздавит. Просто не открывай ты дверь. Сука, вы мне сейчас все здоровье сломаете. Меня никто не дает, я сам кого хочешь раздавлю. Факт. Честно говоря, видно было, что ты страдаешь. Если бы меня спросили, я бы сказал, что ты переживаешь довольно дерьмовые времена. Я упоминаю еще какую-нибудь потерю? Кроме твоего пистолета удостоверения, ты говорил, что это не одежда или сердце, или что-то такое. Честно сказать, детали много расплылись. Так посмотри, ты потерял еще и мотокарету, это довольно серьезно. Я говорю что-нибудь про своих коллег. Ты сказал нам, что они все неудачники хуевые, которые только хотят, что испортить твой стиль. Говоришь наоборот. Ну ничего конкретного, той ночью звездой представления был ты. Я говорю что-нибудь о расследовании. Да, ты сказал, что это ерунда, что ты раскроешь дело, не успеет никто глазом моргнуть, он делает большой глоток, либо что тебе для этого никто не нужен, ты теперь работаешь один. Многие полицейские становятся отшельниками, когда достигают определенной стадии алкоголизма. Они пытаются шутить, ему жаль купу отшельника. А мы обсуждали политику. Да, ты был по какой-то причине очень злым иммигрантом, потерявший шею. Я бы не хотел дать эти детали, это было не совсем концептуально. Смогли вы понять, что я за коп? Ты постоянно назвал себя чертовой суперзвездой, закрывшей 501 дело. Ясно. Как тебе удалось выяснить, действительно, дел было чуть больше 200, но в кругу друзей можно немного приукрасить. Без всякой помощи тупицы звучат, говорят твоими словами. Да, с меня достаточно истории подвести. Человеку не просто переживать свое прошлое, кивает он, поэтому стараюсь любой ценой этого избегать.
Я думал, это продлится дольше. Кажется, ты неплохо умеешь рассказывать истории, поделись еще одной какой-нибудь. Значит, теперь я, бля, рассказчик. Говорит, он ударяет себя по колену. Ладно, почему нет? Лучше, чем пляжный бомж. Так, не хочешь сказать, почему тебя прозвали дурак от рода так? Делать дум спирал. Можно сказать, одна. Чувствую, мне это дорого обойдется. Так вот, каково это ощущать себя в их шкуре. Чего тебе надо? И что, есть у тебя что-нибудь для второго добра меня? Бутылка за историю, думаю, это честно. Но я не хочу делиться с вами алкоголем, мне он может больше пригодится. Спирт себе подойдет. Он выставляет перед собой ладонь, будто пытается говорить с этим. Не, вопреки популярному мнению, мне нравится быть живым. Мне ничего с собой нет. Тогда представьте, когда у тебя что-нибудь появится. For example, он поднимает руки и разводит в сторону. У моего доброго друга можно много чего приобрести. На свою выпивку. Блин, ну командор дорого стоит, наверное. В жидкости какой-то неземной голубоватый оттенок. Она просто обязана это светиться в темноте. Это чистый спирт почти. Не подноси его к открытому огню. Давай за 1,5 реала возьмем. Немного нас идет, выхватывает бутылку из твоих рук и немедленно откупоривает. Троду, так тебя, раз так поделиться не хочешь, вмешаться второй бродяга. Ты же сам его и продал. Булькает коматозник. Ткнитесь, парни, я историю рассказываю. Обращайся к тебе, с тобой что-то случилось. Со мной тоже кое-что случилось. Мой настоящее имя Джордж, но здесь меня называют, ну, ты знаешь. I was once a reasonably high net worth individual, a founder / junior partner at a high concept creative services agency. When my story begins, I had just landed a major contract with an insurance firm. Кицураги стоит такой, слушает историю алкашей. Нормально ему. Культурного инкубатора. Генерирование абстрактной стоимости и стоимость на человека, концептуальный проект. Погоди, сколько человек на тебя работало? Да, с 2 человека на полной занятости. Звездная команда, потенциальные творцы истории. Иногда я не спал до утра, переживал за них. Это не он ли настолки разработать пытался? И бег помогал? Да, в своем спортивном костюме сансарик я чувствовал себя победителем. Завоевать мир. Что случилось? As you may know, it's impossible to clear your head when you're distracted by the sound of keys jangling in your pockets. Трясет бутылка и издает звенящие звуки. Глаза у него мутно, решенный суд окружает радужку, как колючие заросли. Его глаза твои глаза. Поэтому я снял из кольца и положил ключи от ворот и от входной двери в разных карманах, чтобы они не зазвенели, понимаешь? Во всяком случае, таков был план. Я пробежал половину своей обычной дистанции, когда начался дождь. Реальность очень быстро становится мокрой. Насколько мокрой? Шел довольно сильный дождь, его слышится издевка. I'd mixed it up with the key to the letterbox, which was useless.
Естественно, ситуация потребовала, чтобы я забрал с награду, что я и сделал. Сесть не получилось, потому что я подскользнулся, приземлился на задницу. А я бы приземлился на ноги, у меня рефлекс как у кошки. Ничего подобного. Не в этом дело. Дело в том, что реальность уже выглядела мрачновато. Я сидел на жопе в грязи, и меня поливал сильнейший дождь. Когда жизнь сбила меня с ног, я всегда поднимался. Он же не сломал копчик. Так что я пересек двор, стоя перед своей дверью и роясь в карманах, я понял, что к тому же забыл ключ от входной двери. Да ты, должно быть, издеваешься. Если бы такие, если бы. Он поднимает голову к небу. Вместо ключа от входной двери я взял ключ от офиса. Так, и что случилось дальше? Из-за домофона соседей было поздно, и большинство даже не ответили. А те, кто ответил, думали, что я что-то продаю, и вешали трубку, прежде чем я успел объяснить ситуацию. Людям свойственно настороженное отношение к рекламщикам. Вот ты просто с ней болтаешь, и через 5 минут становишься счастливым обладателем съедобных трусов из стропона. Я не зритель, ведь я был одним из лучших в этом деле. Многозначительно замолкает. Нет покоя в голове в венце. Тогда до меня вдруг дошло, ведь при мне есть ключ от офиса, я могу переждать погоду там. Когда добрался до офиса, то вспомнил, что тот день попросил одного из своих подручных сменить замки. Вот сколько у меня сработал луч из лучших, дело уже было сделано, я не мог попасть внутрь. В общем, жизнь совершенно дурацким образом пошла наперекосяк. Видимо, так было мне на роду написано. Не могу попасть в квартиру уже несколько лет. А девушка меня бросила, потому что не хочет встречаться с бездомным. И компания, что ж, ты уже понимаешь, к чему я веду. Че за бред? Опять. Мог нанять взломщика или хоть кого-то найти там, обратиться к союзу этому, чтобы они там выломали дверь. Начеплять себя за бедро, чтобы здесь, что реально действительно реально. Люди же меняют как-то замки. Моя пчела на поезд. Что думаешь? Никогда ничего подобного слышать не доводилось, да? Делать долгие глаза, как будто... Погоди, это все такое чувство, что ты что-то пропустил. Много времени посетил, думал, нет, это цепочка быть. Если бы в ней было что-то еще, я бы уже до этого додумался. Дурак от роду так. Почему ты не обратился к властям? Они сами как-то ко мне обратились, но знаешь ли, у меня не было документов, поэтому меня упекли за решетку на 2 дня. Не могу сказать, что ты укрепил мою веру врагам без обид, господа. Я сам практически бездомный, кажется, это не так уж плохо. Попробуй взглянуть на ситуацию с положительной стороны. Тебе есть что рассказать, ты ведь понимаешь, что сам виноват. Пожалуйста, скажи мне свои преимущества. Самое главное, не нужно платить за жилье. Нести ответственность за 20 человек тоже довольно неплохо. Блин, ну и бред. Все, очарование исчезает довольно быстро. Не успеешь оглянуться, как уже носится социальный спортивный костюм день-деньски собираешь пустые бутылки. Почему ты постоянно все теряешь? Отличные, блядь, вопросы такие. Даже если бы я знал, я бы сидел на пляже там когда-то великолепно, с пионерной из гвозданом спортивном костюме с ликрой. Вообще про всей реальности. У меня с партнерами было свое креативное агентство, была отличная квартира, отличная телочка. Но все это словно текло сквозь пальцы. Это история. Самая идиотская. Just last week I stole this nice new jacket, but then I lost it too. The only things I haven't lost are these 2 drunks. Кто ты должен этим проникнуться? Возможно, ты сумеешь помочь ему найти куртку. Как называлось твое агентство? Агентство умелочное, отхлебывает избыток. Называлось Бум-Бум-Рум. Наша концепция заключается в следующем. Я невысокое искусство применения ниши маркетинга и приема. Красный цвет, сиськи, масляная живопись. Да. Я убедил своих партнеров инвестировать часть прибыли в еще более концептуальный проект. Культурный инкубатор под названием «Разряженный воздух». Художники были довольны, клиенты были довольны.
Финансировал поэтическое объединение Восточной школы, которое разрабатывало новый универсальный поэтический язык. Теперь я все просрал. Он смотрит в сторону залива. Он напоминает какого-то харизматичного злодея по аватарке, будто бы. Значит, занимательно. Что скажешь, арткоп? Звучит бессмысленно, потому что в этом нет никакого смысла. Но вообще смешивать смысленную живопись и сиськи для рекламы — это не реально как циничное ляство звучит. Настолько концептуально, что не понимаю, о чем речь. Блин, смешение высокого и низкого, торговли культуры, все это мне очень подошли. Первое. Ну, знаешь ли, секс хорошо продается. Это первое правило рекламное дело. Но это факт. Да, ты абсолютно прав, рынок сам разберется. Мне нет никакой необходимости придумать про... Может быть, ну прям уже да нельзя затасканы. Может, ты прав, кто знает, может, мы были не в тренде. Все, что мне известно, это что мы были хуйно богаты. Что там по поводу спортивного костюма? Что? Ты никогда раньше не видел настоящей игры? Давай потрогаем, материал шикарный. Потрогать. Неплохо, да? Этот костюм вполне вероятно последний в своем роде. Может, ему даже вместо музея делать еще один глоток. Офигеть, господи боже, на ощупь ткань такая грязная, что не писать с вами. Как будто трешь друг об друга двух медуз. Потрогав ее, ты лишился, по крайней мере, 15% человеческого достоинства. Жесть, техника, конечно, нужна. Только добавить, что по результатам ряда исследований игра была признана возможной причиной развития нескольких экзотических особо агрессивных видов рака, так что теперь есть чего ждать из жизни. А еще запах, но об этом ты даже думать не хочешь. У него повезло тебе, но никогда не дает потрогать. Так у тебя лапы грязнущей розе. Мы сидим прямо рядом с заливом, мог бы и помыть. Скажи о двух других алкашах. Именно такие, как кажется, на первый взгляд. Hey, Tequila! You wanna buy some speed? Shut the fuck up, Rosemary. Солитер Розмари, он же коп, ты что, не помнишь? I thought he was a cool cop. Блять. Опять это. Мне заново говорить придется. Ты уже успел познакомиться с Аби. Он указывает на чайку в трубе. Вот такая у нас компания с собутыльником. Что там по поводу потерянной куртки? Она была практически новая. Sure, it didn't really go with my lycra threads, but it did itch a lot less. Say, you're a detective, Ты правильно смотришь на тему глаза. Может, ты сумеешь помочь раскрыть это дело пропавшей куртки? Что скажешь, Текила? Погоди, ты просишь офицера полиции помочь тебе найти куртку, которую ты украл, а потом потерял? You're here to serve, right? Хорошо, конечно, где ты ее If I потерял? knew where I lost it, don't you think I'd have it? I mean, maybe I was up by the boardwalk, or walking along the beach, or checking out the abandoned fish market. Это довольно большой список мест. Somewhere north of here, that's for sure. You could ask around, see if anyone's seen it. I'm all ears, Tequila. Я нашел твою куртку. Ah, Tequila. I knew you'd come through. Может, даже больше, чем сказал. What's that supposed to mean? Рядом обнаружился труп. What's that got to do with my jacket? Чем тут моя куртка? Да на причудливое совпадение. What do I care about some local Он такой, там место stiff? You жмать. gonna Ты give мне me the куртку jacket дашь or или no? как? Ладно, забирай эту хреновину. Let me see. Дай-ка What? гляну. Это что? Это не моя This куртка. isn't Моя my куртка была jacket. прекрасна. Это My хуйня jacket замызганная. was Что мне с ней beautiful. делать? This is fucking filthy. What am I supposed to do with this? А чего ты ожидал? Ты оставил ее без присмотра на I'm неделю. not taking a disgusting pile of oboe rags. I may be in an irrecoverably decaying orbit, but I've still got standards. Either bring it back the way Вернее, it was превоздан before, вид или or брось ее в find a мусорный бак и спали. burn it in. Летен изучать куртку, которую ты держишь в руках. Значит, несмотря на главное, сама куртка, похоже, грязезащитная. Возможно, я просто нужно хорошенько почистить. Я заметил.
Homosexual underground. Homosexual underground. Может, стоит перестать заморачиваться насчет сексуальности своей и чужой? Ты, похоже, давно пора. Ты размышлял об этом 8 часов, да? Надо не только перестать заморачиваться, еще надо сказать Киму, что ты перестал зацикливаться на сексуальности других людей. Не сомневаюсь, что он это оценит, если ты, конечно, еще его не угробил. Потому что ты был зациклен на сексуальности. Из глубин твоего разума этого не видно, но я очень-очень надеюсь, что ты этого не сделал. Ты перестал зацикливаться на сексуальности. Самый полезный бонус. Please say you didn't. Да. Так, надо переиграть. Так, стой. Давай остановим это тогда. Это пока можно еще поизучать. А сюда пока поставлю апокалипсиса, пусть изучается. Блин, у меня навыков столько. Я уже даже не знаю, что вкачать. Внушение. Внушение, трепет еще можно. Раз, два, три, 4, 5, 6. Я не могу его больше вкачать. Интересно. Стоит ли качать внушение до 6? Пусть пока на 5 будет. Tекила Sансет. Wonderful. That very Okay, we're so now. Я же купил. The legend. It bottoms up. Wonderful. Not I developed the parrot. 20 it did, but now one day so I was wet. I made naturally the situation required me. No. Whatever. So I wish I were Tequila. People are heavy is just but when anyway he pinches. So now you've heard my tragic tale. Tequila. Why did it? Well, I can't say it increased my faith in the RCM. No offense, gentlemen. The hope, but that charm wears off pretty quickly. Good. I use now. You of all people should empathize. I was sound. If it sounds like it makes no sense. Well, you know, sex sells. That's maybe you're right. Who knows? Maybe what? Pretty good God. Randomized trials have also failed, and then wow. That's because your paws are fucking my. Hey, shut awful. A good. And yeah, you're already acquainted with abs. Там по поводу курки потом. Say, you're a detective, right? Maybe you can help old Doom spiral out. So yeah, exactly. If I'm somewhere north of here, that I'm all ears, Tequila. Так, сколько минут осталось? 15. Текила Сансет. Еще раз послушать историю твоего прозвища. Хотя нет. Есть у тебя запасшая история? But as you can see, my fuel tank is running quite. Then I can't keep on. Нашел твою курку. Tequila. What's that? What's that got to do? What do I? Let me see. What? This isn't. I'm either. You know, despite the guano, it looks like the jacket itself is stain resistant. О, купим еще алкоголь, чё? Блин, я бы хотел сходить на самом деле
Посмотреть, что там у церкви, пока еще не слишком поздно. Нужно вернуться сюда, когда придет снег. Странное чувство, оно быстро проходит. Ты чувствуешь, как у тебя накрывает тень огромное здание. Показатель 7 брюх 1147. В тени видны пыльные скамьи, многих не хватает. Темнота скрывает алтарь, лишь что-то вроде того, слишком темно, чтобы разглядеть. Перед тобой тяжелые деревянные двери высотой больше, чем 2-3 их роста, заперты. Ты отмечаешь резкий контраст между прямоугольным, стертым морскими ветрами узором, проушенные замка, небрежно присверленные к доскам. Подергай дверь, вдруг они открыты. Ничего не происходит, слышно лишь стук навесного замка от двери. Уверен, что это сработает. Высоко наверху ветер стремительно набрасывается на церковь. Огромная треугольная крыша, словно клин, рассекает поток холодного и влажного воздуха, пришедший из океанического залива. По обеим сторонам крыши сдувает, как в аэродинамической трубе. Это длится уже 340 лет. Ветер держится на расстоянии. Что это за чувство? Темно смотрю на навесной замок, он не слышит твоего вопроса. Спросил достаточно тихо. Считать, что нам прямо нужно попасть внутрь, придется найти другой способ. Может, начнем поиск той бочки, которая по льду расходится вибрация? Не признать присутствие малолетних правонарушителей. Так, Гийома пока остановим. Будем изучать натужный мускул чести. Heavy wooden doors, Зачти узор. Carving on the door is block-like and angular, like the church itself. Two large beams shoot downwards, sinking into the wood before they reach the threshold. Провести рукой The получил. surface is smooth from the wind, but moist to the touch. Feels exceptional. Просто изумительно. 300 тонн сосны собраны в единую конструкцию. Очень старые, вырубленные, украшенные ритмом узором много столетий назад. Смотреть замок внимательнее. Замок выглядит дешевым, но конструкция надежна. Он держит проушенную скобу, принченную к деревянной двери. На двери красуется желтая наклейка. Проще будет сломать скобу, чем замок. А еще есть что-то интересное в этой наклейке. Смотреть наклейку. Смотри на желтый кружок с двумя крестиками, большой дугой под ними, который выглядит как рот. Ты знаешь, что видишь этот символ впервые, но его значение вполне очевидно. Улыбающийся мертвец. Дуга — это улыбка, а крестики — закрытые глаза мертвеца. А там символе чувствуется что-то ультрасовременное, современность, готовое посрамить все виденное тобой доселе. Что в нем такое современного? Сидел в контрасте между жизнерадостным кислотным желтым цветом и трупным окоченением. Как будто этот жизнерадостный тип не знает, что умер. Или мертвецу на это просто наплевать. Как бы то ни было, ты чувствуешь присутствие силы будущего в этой символике. Видел этот символ раньше? Прежде чем рассмотреть наклейку, снимать очки, тщательно протирает их синим своим платком, затем поднимает взгляд и после некоторой паузы отвечает. Нет. На что это потому похоже? Облающий мертвеца, полагаю, дело рук. Малолетний правонарушитель. Малолетний правонарушитель? По контрольной зоне разрушаем Линтерн определяет термин малолетние правонарушители как несовершеннолетнего возраста от 10 до 16 лет, которые совершают действия, нарушающие законодательство. Такие действия не приравниваются к преступлениям, как в случае со взрослыми людьми. Преступления, совершенные несовершеннолетними, называются правонарушением. У вас это было на экзамене на должность офицера. Прячь платок в карман. Что здесь указано на них? Таких наклеек никогда не встречал. А я уже не молод. Замок, замок, замок. Согласен, она очень современная. Но что на ней? Весельчак, который не знает, что умер, или мертвец, которому все равно? Где кроется источник иронии? Данный уровень концептуализации мне недоступен.
осмотреть скобу. Дужка замка продета через небрежно принченную дверь скобу. Более детальный осмотр покажет, что один из винтов и вовсе не винт, а гвоздь. Работа выполнена недавно, мягко говоря, очень непрофессионально. Если понадобится попасть внутрь, возможно, будет проще сбить замок монтировкой. Тут дело вступать старая добрая монтировка. Вступать на шаг может стоит сначала обойти церковь, поискать другой вход. В том здании не так уже хорошо досталось. Вывел голос, слышно чувство вины. Давай наклейку снимем. Нет ничего неприятнее звука отрываемой наклейки. Теперь она прилипла к твоим пальцам. Наклеить ее в журнал следом за последней записью. Блин, тяжелый выбор. Но мы похожи на эту наклейку чем-то. Пусть будет на страничку. Похоже, сегодня кто-то получил звездочку. Сделайте свои бумаги более стильными. Так, а на берегу еще есть кто-то? А где мой журнал вообще? А, тут. В дырках может этих столбика спрятать сокровища, нужно заглянуть внутрь. Лол. Офигеть. Реально куча сокровищ. Перед тобой разводной мост. Его можно пустить только с другой стороны. Рыбешки носят стайкой вокруг заборного столба, затем бросаются рассыпную и скрываются во тьме. Много нашел, однако. О, человек. Должно быть, это потребовало немало терпения. Раскрашен мелками. Кто-то сделать этот мир повеселее. Камни покрыты желтым мхом. Возможно, были украдены из какого-нибудь сада. Мусор после какой-то бесконечной вечеринки. Колышек вот готовлю, чтобы держать палатку. Еще этнические рисунки. Этот столбик покрыт маленькими человечками. Проткнул снег с лист из ветчницы, который держится на двух столбиках. Два держится, может упасть любой минут. Возможно, сильного порыва ветра достаточно. Что это? Похоже на импровизированный мост. Он поправляет воротник на холодный ветер удобно. Стоять в покое. Чей-то дом вдали от дома, совсем как твой. Это даже не палатка, а просто кусок брезента, который накрыта кучей каких-то вещей. Полот откинут. Внутри сидят три парня, одетые в стиле той самой наклейки, приклеенной к замку. Слышишь какую-то современную музыку. Такое ты еще не слышал. Один из парней смотрит на тебя. Камон, залезай давай. Полок затянет, тело выходит. Андрей втиснулся внутрь. Извиняюсь, он указывает на большим пальцем лейтенант. Но тут и для одного гостя места маловато. Давайте вы, я слишком стар для этого. На самом деле, нет, думаю, там мне просто не нравятся правонарушители. Уверен, вам там понравится, здесь по дежурю. Катись на палатку. Пахнет потом и стиральным порошком, еще немного эфиром. Жидкость для запуска двигателя купли ланч. Похоже, это канистра с водой, подписано дистиллированная. Кучерка спреев для носа, название марки Назофет Ультра. Колонка большая, такие используют в ножевых выступлениях.
Ты видишь паренька, который обесцвечивает кончики волос зубной щеткой. Он вкладывает щетку и протягивает руку в приветствие. Рофильный. Пожать руку. Крепко руку пожать, ладонь теплая и влажная от пота. Он пытается продемонстрировать доверие и всю очередь вызвать его у тебя. Это моя компошка. Ноик. Молодой человек с серьгами в ушах с подозрением смотрит на тебя. Эй, камон. Кричит тот из магнитофона, что этот парень держит исконный голос, продолжая греметь странная музыка. Мысль Берджа, который сейчас снаружи проводит какие-то серьезные и прогрессивные эксперименты со звуком, предпочитаем назвать себя организаторами музыкальных мероприятий. Погляди-ка, и сколько на вашем счету организованных музыкальных мероприятий? Он сейчас работал над несколькими. Значит, пока ни одного. Что вы здесь делаете? And while there is no shortage of raw, unfettered talent spinning tapes in Jamrock, we've had rotten luck with the real estate part. Place is a shithole. I apologise for my friend Noit's potty mouth. I realise this is not how you speak to a police officer. He has authority issues. Не извиняйся, место действительно не самое лучшее. Which brings me to the problem of occupied ecclesiastical property. I bet you've noticed the derelict hive of narcomania on the coast. О чем ты? I'm talking about a church, and I'm not exaggerating. Even a place of spiritual refuge can become a magnet for all sorts of dopeheads and burnouts if left unattended. Не вас ли случаем? Dopeheads, burnouts. Сердито плюет на винт, зачем начинает его чистить? Well, I'm sad to say, that's exactly what happened. Sad because we were just about to put martinets on the map with one of the maddest dance clubs in Jamrock. Nah, strike that in Revachol. Strike that, the word. Более жаль, что там обоснованы самые неприятные точки у курки. Немного отклоняется назад и продолжает изучать тебя спокойным и серьезным взглядом, давая твоему воображению осознать, насколько плохие на самом деле могут быть такие точки у курки. Здесь нужно мне эксперт, ты же у нас эксперт такие дела. Я не потерплю здесь никаких наркоманьяков, только через мой труп. Жуть не является предметом полицейского расследования. Центр такой музыки. Thank you, Egghead. So you're gonna look into it, right? It should be a police matter. Getting them out. Whatever spooky stuff they're doing, I'm sure it's not what the Ecclesiastes meant their property for. Я потом решу, сначала у меня к тебе несколько вопросов. All right, man. If you decide to look into the matter of the church, you know where to find us. Overproductive honor glands. Вот она, называется «Честь для храбрецов», а текст такой: «У меня нет семьи, честь стала моей семьей. У меня нет дома, храбрость стала моим домом. У меня нет желаний, достоинство стало моим желанием. У меня нет друзей, скромность стала моим другом. У меня нет врагов, бесчестие стало моим врагом. Это моя клятва чести для храбрецов, ибо я храбрец». Ну, что-то вроде такого, дело все равно не в словах от чести. Лимит 25 тысяч очков чести. Лимит лучше не повышать до 5. Да. Все, я понял. Давайте без этого. Дискотека. Так. Можно это доизучить, наверное. Он сам не торчок случаем. Yeah, place. I apologize for my friend Noit's point. Which brings, I'm talking dopeheads. Burnout. Well, strike that and sadly. He leans back a little, watching you with a steady, serious gaze. Good. This calls for an opinion. You're an expert in those.
Возможно, мы точно не знаем, но зато знаю, что они шутки. Шутки, что ты имеешь в виду? Да. Я потом решу, сначала у меня к тебе несколько вопросов. Это вы повесили замок на дверь? А если бы они на вас напали? Времени было немного, не самая лучшая моя работа, но на некоторых не хватит. И долго эти люди сидят там заперти? Да не очень долго, недели где-то. Лол, а если они умерли? Как ты можешь быть уверен в том, что они не умерли с голоду? Когда-то в твоем разрушительном прошлом, которое завело тебя на кривую дорожку, происходило нечто под названием экзамены. Возможно, тогда ты выучишь термин непреднамеренное убийство. Андрей, ты знаешь, что значит непреднамеренное убийство? Уже на 80. Что это вообще значит? Ты скрин понимаешь, смотрит на своего друга. Да, я предскажу, что ты хочешь сказать. Кое-что я соображаю так по поводу замка. Мне нужен ключ. Только если пообещать, то проверит этих жутких уродов в церкви. Он мрачно смотрит на тебя. Конечно, извинения, но я к ней до конца понимаю, какая-то радость отдавать что-то просто так. Думаю, это как-то связано с его детством. Проклятие. Добери, неужели тебе не интересно, что там? Давай ключи. Великолепно, он хлопает в ладоши, атмосфера палатки разряжается, новый ключ. Ладно, спидпанк роется в прикрепленном к ремню мешочке, достает желтый ключ. Внезапно он решает сделать что-то крутое, небрежным жестом бросает его в твоем направлении. Будь крутым, поймай ключи на плиту. Ты чувствуешь траекторию полета металла и пластика. Приближающийся предмет издается едва уловимым позвякиванием чуть слева от тебя. Поймать. Копа! Ключ падает на твою ладонь, спидпанки одобрительно кивают. Качин! Спасибо, приятель, девочки, что ничего особенного не произошло. Погреться в лучах славы. Молодой парень потяжка в виде грудной клетки смотрит, как ты неподвижно стоишь, дурацкая улыбка на лице. Приятное чувство, было бы гораздо хуже, если бы ты его уронил, или еще хуже, если бы он попал тебе в глаз. Хорошо, что этого не случилось. Понятно, у меня еще есть вопрос. На этом пока все. Ты говорил, что эта церковь принадлежит каким-то церковным, кто они такие? Если ты не знаешь, что такое партия знати, возможно, мы можем скрыть это за некоторым количеством демагогии. Прежде чем продолжим, скажи, что значит метеоранская. С Метео? На сегодняшний день одна из беднейших стран Первого мира, хотя когда-то была великой древней цивилизацией. Столица Филокос Упазентики. Да, Андрей, расскажешь про партию основателей. Мне интересно послушать, что ты скажешь. И что?
Скажи мне, Андрей, как ты думаешь, такая древняя религиозная организация, что посвящает свет, еще понравилось бы появление ночного клуба в одной из их церквей? Наверняка подтверждает он без тени сомнений. Учит любви. Оно одна музыка учит любви. Я испытываю любовь к прикарнасской компашке. Любовь спасет от смерти. Мы танцуем. Начинает яростно трясти магнитофон, но пытаясь сломать его. Давай пошумим для моей островалийской компашки. Он делает музыку громче, затем смотрит на тебя и понимающе кивает, как будто ему совершенно очевидно, что ты сейчас пустишься в пляж. Ты чувствуешь, как аноды катод движется по твоему телу. Большой палец ноги начинает шевелиться в ритм бас, будто разведывая обстановку. Ничего не говорить, просто наслаждаться ритмом, кивать так. Не совсем понимаю, о чем ты, какая еще компашка. Думаю, любовь действительно может быть довольно хардкорной. Теперь я понимаю, как глупо с моей стороны было думать иначе, но одна музыка действительно учит любви, как и церковь. Нет, это уже чересчур. Ни одна организация здравого мнения не согласилась бы подобную абсурд в своей церкви. Не совсем понимаю еще, о чем-то какая компашка. И где же та компашка, детектив? Ничего не приходит на ум, мир хранит молчание. Ощущение, что ты просто произносишь какие-то случайные слова, любовь, компашка, пошумим. Он загоряюще смотрит на тебя. Большеголовому явно нравится, когда его друг становится таким таинственным. Думаешь, любовь действительно может быть довольно хардкорной? И приходит себя, парень кивает на свой этаж, а затем хитро улыбается. У тебя получается. Теперь я понимаю, как глупо с моей стороны было думать иначе. Оно... Ну вот. Якука там вместо всех стремлений. Похоже, он в восторге от того, что ты разделяешь взгляды на перекарнасианство, блин. Друг сжимает руку в кулак, не выпуская при этом отвертку. Жест полного одобрения. Не хотелось это говорить, но с твоей стороны было очень глупо полагать иначе. Ладно, у тебя еще остались вопросы. Большеголовый продолжает смотреть на тебя, кивая и ожидая, что твое тело начнет двигаться. Да, не сдержишь позволить диско вырваться наружу в этот мир. Защитить все свои дела с церковью, потом спляши там, как безумный. Ты чувствуешь, что не прочь немного потанцевать, когда или если они откроют свой ночной клуб, тело после танца. Я хотел бы поговорить обо всем этом оборудовании, что стоит в палатке. Сейчас. Сохранюсь. Я смотрю, вы принесли с собой воду. Еще и дистиллированная. Он не знает, что на это сказать. Есть подозрение, что он врет, мессир. Он такой вертлив, что никак не ухватить. Не хочу вас расстраивать, но здесь жутко вонять потом. Он поднимает кусок телефона кабеля и внимательно изучает его. Погоди-ка, я еще чувствую запах эфира, почему бы это? Но к этому запаху примешивается еще один, довольно странный, похож на стиральный порошок. Надо быть судьбой-экспертом, чтобы понять, что здесь замешаны наркотики. Парни выглядят и ведут себя так, будто знают о них не понаслышке. Как бы то ни было, дышат они нормально, челюсти не трясутся, зрачки не расширены, так что в данный момент они не под кайфом. Во всяком случае, не под стимулятором, но это не исключает галлюциногены, бензолы, кое-какие депрессанты. Откуда ты все это знаешь? А что по поводу всего этого назофеда? Он наклонится ближе, чтобы лучше расслышать. Указать на бутылки с назальным спреем в углу. Назофед Ультра, у вас тут его целый залежь. Он похож на актера, который ждет, когда суфлер подскажет ему слова. У меня серьезная респираторная инфекция, нос заложен, у нас у всех. Зима, все дерьмо, даже с дышим трудом. По-моему, у тебя все в порядке. То есть без него я бы уже дерьмо захлебнулся. Ясно. А можно мне немного? У меня тоже с носом проблем. Поднимает один из бутыльков, лежащий в углу и притягивает его в стерноза. Наслаждайтесь.
Но Зафет я понимаю, зачем пусковая жидкость для двигателя? Какие двигатели вы тут запускаете? Роман Городский. И как вам повышенное содержание эфира работает? Толмала, ты знаешь, возможно, этот легкий запах эфира, который я почувствовал, имеет какое-то отношение к этилу и эфиру. А ты знал, что этил и эфир используются в качестве легкой анестетика и растворителя, и взрывчатого вещества, а еще в процессе производства амфетаминов? Ладно, достаточно. Ого, может, дело обстоит не совсем так, как тебе рассказали? Удели минутку анализа ситуации. Убежден, что ты сообразительный коп. Так что за люди в церкви? Даже не видели, но хотите, чтобы дело вмешалась полиция? This machinery is of the deeply mystical. When I first scouted the place, back in February, it was abandoned, empty. Took some time getting the crew together. So about 2 weeks ago, we came here hoping to set the stuff up. Suddenly, there are all these strange machines lying around in there. One of them has wires running into bowls of water. Wires into water. Может, там тоже наркоту варят? Andre, tell him about the feeling. Oh, and it felt like there was something in there with us, watching us from the dark. No, the other one. Which other one? I'm not as in tune with my emotions as you are, Egg. Felt like silence. Но никакого физического присутствия вы не зафиксировали? Exactly. We've just seen someone who we think is a woman go in and out of the church a couple of times, and we felt someone or something eyeing us inside. But that's kind of it. Там по поводу той штуки, которую за вами наблюдала. You aren't alone, you know? It wasn't quite human, if you know what I mean. Not human. То есть это был не человек? Он хочет сказать, что это был призрак, понимаешь ли ты, о чем он? Там была какая-то темная фигура, ползающая по потолку вверх ногами, как кончик краб. Чё? Ползал вверх вниз по потолку и прям как краб. Судя за сель подкарауливал. Странно, крабы это вроде как морские животные, постоянно ползают ними. Вы уверены, что там был человек-краб? Ну, то есть сам-то я его не видел, а Сэй в тот раз была одна, но я ей верю. Слушай, эта девочка убегает откуда-то и говорит, что там краб, значит там краб. То есть стоит спросить об этом, только поделикатнее говори ей, что не веришь в крабов. Всевозможные последствия слишком многочисленны. Невозможно просчитать. Действуй осторожно, узнаешь все, что только возможно, прежде чем ходить в темное здание. Конечно, не существует никакого человека-краба. Не позволяем втянуть тебя в это безумие. Можешь подробнее рассказать про эту аппаратуру? Так как ты можешь быть уверен в том, что они точки энергии, если даже не видел? Это ничтожная попытка уйти от ответа, он просто пытается обороняться при помощи идиотизма. О, вот, ты не можешь, но все равно уверен, надо быть. Мне тоже здесь эти идиотизм в качестве оружия. Эй, я попросил бы. Я на 70 уверен, что они употребляют. Не позволяйся этой аппаратуре себя обмануть. Изображает в воздухе кавычки на сепаратор. Откуда, по-твоему, берутся наркотики? A young man with peroxide blonde hair holds up a Harman Welshi tape player, nodding along to the music. He looks at you with a knowing smile and says, as though you're supposed to be sharing some tremendous evangelical secret. Hardcore! Точно? Ты так будешь повторять, что это хардкор, да? Есть ли в этом лабиринте верная тропа, по которой можно выбраться отсюда? Taxation. Так, я это вроде читал, поэтому я просто покажу.
Хотя, ультралиберальный вариант, один реал. Сказать, что гангстеры из комитета по финансовому надзору спрятали миллионы наших честно заработанных дивидендов там, где мы догадываемся искать. В последнюю очередь, в сердцах и головах простых ревошольцев. Неси благую весть о дерегулировании народу. Расскажи о заграничных тарифных сборах. Вещай о суммарном налоговом бремени в 98%. Проповедуй о проповедник. Освободи братьев. Налоги — это расизм. Жесть. Вот это давай изучим, чё. Доре в чересчур большом свитере спидпанк просвечивает голая кожа перед ним, открытая коробка с плотницким инструментом. Он проводит рукой по волосам, что нарочито тщательно зачесан назад и продолжает перебирать инструмент. Волну? Любопытно. Видя наклейку на замке, можешь мне о ней рассказать? Очень интересно. Хочешь, чтобы ты ее описал, хотя прекрасно знать, как она выглядит. А зачем я буду ее описывать, если ты так прекрасно знаешь, о чем речь? Меня не смущает, когда используют крепкие словечки. That's the moralist plot to alienate us from our bodily function so they can control us. Anyhow, what was the sticker like? А ладно, это желтый кружок. What did you want to know? Я был прав, это улыбающий мертвец. Yes, you're the 23rd person to get it right, and I've asked 23 people. Looks like it's a dead guy smiling to the entire human race. Лёль. А если ему журнал показать? So yeah, it's good you talk to. Yeah, I suck at socializing. A stick. Interesting. He wants. So I annoyed. Piss off. You shouldn't talk like cool. Anyhow, what was the sticker? Это же журнал показать можно. Похоже, моя теория как-то просочилась в правоохранительную бюрократическую систему. Что ты хочешь знать? Что же на ней изображено? Башня мертвец. И что это значит? Почему мертвец улыбается? Мы победили историю. Мы живем в эру истории. В глазах истории мы всегда мертвы. Как же тогда можно улыбаться? Все потому, что история всей ее смерти — это ложь. Настоящая жизнь — это хардкор. А хардкор уничтожает смерть. Сурово. Задуматься, может он и не мертв, может он просто кайфует от ритма. Мне кажется, что это лучший покойник, всем его коммунизмом умер, но ему все равно. Да, такая интерпретация возможна. Почему эта наклейка такая уж модерновая? Классический сицилийский модернизм открыл просто в искусстве, но это была изящная, гармоничная, простая, верно? Да вот в хардкоре нет ни изящества, ни внешней гармонии. Он как предупредительный выстрел, впереди опасность, как эхо избывной человеческой потери. В чем бы это ни рожалось, наклейки, одежде, музыки. Так это ты все сам придумал? Можешь черпали эту тему. Как сейчас все в порядке с волнами? Все еще жуткий рассинхрон. Нет выравнивания по гамма-уровню. Что? Ты все слышал. Он внимательно изучает лежащий на ладони металлический болт. Расскажи мне о машинах, которые ты видел в церкви. Странно, они очень специфические. Устройство обработки данных и какой-то длинноволновый аппарат.
Провода, уходящие под воду. От всего этого веет чем-то шпионским или какой-нибудь самарийской научной херней, прямиком из области паранатуральной. Так, секундочку. Так, я тут. Ого, я уже 4 часа 30 минут наиграл почти. The People's Republic of Samara is a product of Revachel's sister revolution on the Grand Isola. It's known as a severely degenerated rogue state. Не будь слишком строг к самарийцам. Они однишеньки в этом мире. Половина того, что мы о них знаем, это просто пропаганда. То плохо в паранатуральном. Еще какой херни, возможно, именно поэтому ее и стоит изучать. Паранатуральное. Ты считаешь, что оно и в самом деле существует? Because the moralists think it's too dangerous for the plebs. Psionic powers, pale-related diseases, pretenders pretending to be human, folk rights, that kind of stuff. The hardcore aesthetic is esoteric. It's not meant to be discussed with the law at this moment. Берет в руки какой-то непонятный предмет. Должен сложно синхронизировать волны и достичь гармонии. Настройка требует времени. Значит ли это, что мы должны настроиться на одну волну? Да, дальнейшая подстройка пойдет нам на пользу. Один из вариантов — это попасть в церковь. Ладно, вернусь позже. А если я попытаюсь сейчас убедить их, рассказать мне побольше сведений? Так. Какое сохранение пусть будет? Я понимаю, что становится на своей волне, но что не так с Камоном? А как ты с ним вообще? Кто? Сир, как любопытно, отчасти ведь похоже и на вас. Для ясности мы назовем его диджеем. А как ты с ним общаешься? Просто тут с нами, на самом деле я не знаю, как с ним общаться. А ты говорю когда-нибудь с ним вообще? Загадочно улыбается, пусть музыка говорит сама за себя. Я понял, разум — это лабиринт. Давай попробуем. Ну, прежде всего, ты сообразительный коп. А такой сообразительный коп сразу понял бы, будет что-то не так. Так что с этим должна быть просто ум. Так в чем же соль? Соль в точке. Они хотят сделать стеркий клуб, однако здание захвачено каким-то подозрительным элементом. Очень важно понимать соль вещей. Всегда ищи, в чем соль, прежде чем принять решение, пока все идет хорошо. Кроме того, и об этом нельзя забывать, разве может будущее танцевальной музыки родиться в такой старой вонючей платке? Представь себе, как можно было бы развернуться в церкви, все ясно, анализ завершен, в их истории все сходится. Тебя по-прежнему не пугает чувство, что все прошло не совсем так, как должно было быть, но... Ну да. Я же смарт-коп. Тут кое-что не сходится, давайте разберемся. Попробуй-ка начать вот с этой фразы. Ну что, детишки, рассказать вам сказку? Ну что, детишки, давайте расскажу вам сказку. И на спидпанк складывается, там сгоревший конденсатор смотрит на тебя. Большой голова тоже, похоже, очень интересно, что ты задумал. А вот избушка... Водитель с собой энтузиазма не испытывает. Давным-давно, не знаю когда и где, но тут явно не обошлось без предательства. Я заболел и превратился в тень, что сейчас перед вами. Но у меня есть основания полагать, что до того, как это случилось, я был детективом полиции. Спасибо на добром слове. Но всем и так понятно, что я позорю мундир. Я достаточно неплохо справлялся и дослужился до звания лейтенанта и фрейтора. Мог быть стать капитаном, представляете? Что случилось внезапно, и команд становится очень серьезным. Это было так невероятно заманчиво. Жизнь поимела
Меня все друзья, со мной случился диско. Я как раз говорил о том, что нужно поскорее сделать следующий шаг к развитию танцевальной музыки. Несмотря на свою тоже помолчи. А что? Я ведь правда говорю. Ну что ж, друзья, с того момента прошло 1000 лет, во мне еще кое-что оставалось от прежнего детектива. Он чувствует, что что-то не так. Ты трезв, сложно было оставаться трезвым ради этой встречи. Дело ведь не открытие клуба, палатка забита лабораторным оборудованием для производства наркотиков. Сложно было оставаться трезвым для этой встречи. Но да, наркота не нужна. Пусть и не сегодня, камон, но наркотики все-таки нужны, чтобы скоротать те дни, когда у вас нет гостей вроде меня. Слышь, начальник, ты сам-то святой, что ли? Сознание еще не привыкло к этой вселенной. У каждого свой способ смягчать удары. Короче говоря, я знаю. Что же ты знаешь, с вызовом бросает он. Дело ведь не открытие клуба, палатка забита лабораторным оборудованием для производства наркотиков. Понятия не имею, как ты пришел к такому выводу, но он неправильный. Смотри, у нас даже динамик есть, показано динамик. Динамик, у них есть один динамик. Это назвать нужно вам не радиодействующего вещества, дистиллированная вода. А где его братишка, он что, потерялся? Второй динамик, у вас есть только один. Система с одним динамиком, он акустическая. Да что ты вообще знаешь, там каким должен быть звук анодной музыки? Другой динамик тоже мне. Может, конечно, все дело в повреждении мозга, но ты точно никогда раньше не слышал о моноакустической системе или системе с одним динамиком. Этот назофет нужен ради его действующего вещества. Вероятно, псевдоэфедрин, почти та же форма, что эфедрин. Эфедрин приносит радость, как и псевдоэфедрин. Дистиллированная вода – фундаментальный элемент чистой лаборатории. Также любого организма, состоящего из клеток. Ты на что намекаешь в законе? Телоэфир из куприланж. Растворитель отлично подходит для выделения действующего вещества из раствора. Здесь уже тут пот, то эфир, он нервно улыбается. Полагаю, этого достаточно? Да иди ты, устал произносит. Короче, вы пытаетесь использовать полицейского, чтобы организовать нарколабораторию. Ну это же... Да ладно, это же... Карается расстрелом вместе? Нет, глаза его округляются от страха. Так что же мне с вами делать? Что еще это? В голосе звучит покорность. Он вот-вот перестанет ломать комедию. Станется немного поднажать. Лучше всего показать равнодушие. Для начала скажи ему, что тебе вообще все равно. Сейчас ты расскажешь мне, что на самом деле происходит. Дальше, я думаю, буду снисходительным. Да мне вообще насрать, я просто хотел раскрыть дело. Делайте, что хотите, я буду делать, что хочу. Правда, признаюсь нас вообще. Правда, я хотел спросить другом. То есть ты просто хотел спросить меня, теперь он несколько о чем-то другом. Ну, или ты можешь рассказать мне о том, зачем на самом деле вам нужно... Зачем вам на самом деле нужна эта церковь? На секунду задумывается, потом открывает было рот, но тут же снова его открывает, но сам он поднимает руки. Просто жизнь в этой городке слишком жестока к предпринимателям. Мы же и правда хотим превратить церковь в безбашенный клуб западного решали. Просто сначала нам придется открыть там лабораторию для производства спидов. Но знаешь, чтобы встать на ноги. А я вам зачем? Like I told you, spooky arseholes moved in while I was getting all this stuff together. A month ago, the place was empty, and now it's all spooked up. Ну не такие же они и жуткие, правда? No, man, they're spooky, all right. It's just that they would also probably call the police if we started cooking speed in there. But the sign was way off too. I couldn't feel the love at all. So, what now? Гоните бабло, обсудить взятку. Ну, я бы только клуб оставил, наверное. Продолжите в обоих направлениях. Без лаборатории ничего не выйдет. Делайте, что считаете нужным, чтобы спасти клуб. Ну да, я бы подумал еще.
Не, арестовать я их не хочу. Пусть попробует заняться клубом без наркоты. We can continue on an amiable path, right? No more misunderstandings, no more lies. Before you go, is there anything else you need? As always. Huh? I see you're here again. Nah, you heard me. Да, ясно все с ними. Немного неприятные типы. Yes. Блин, уже поздно очень, конечно, у меня. Так она тоже участвует во всей этой херне. A shaggy-looking girl in her late teens or early 20s kneels on the ice with an electronic Мата дешушка лет 18-20 на вид стоит как коленок на льду, держит в руках какое-то электронное устройство. Слышит твое приближение, она поднимает взгляд. Hello there. She must be a cell. Стоит из компашки спидпанков. На улице холодно, она без шапки, должно быть очень замерзла. Дитя мое, на улице мороз, почему ты без шапки? А? Возможно, она не расслышала. Я сказал, что тебе не помешал бы надеть шапку. Лично я вообще-то никому ничего не должен, я законно, вот ты должна сделать, кстати. Мне тоже, и она у меня есть. Это удобно, тебе тоже нужна шапка, если ты планируешь и дальше оставаться на улице такую погоду. Look, man, fuck the hat. Станет авторитет в ее глазах. Буря эмоций, давай прочувствуй их полностью. Господи, да нахуй шапку, я не услышался, поверить не могу. Ты только что сказал, что приятно носить нахуй шапку. Ты произносишь это очень громко, но все равно получается как-то не так. Может добавить побольше негодования. То есть я должен вот так вот снять свою шапку и выебать ее, да? Показываешь на свой головной убор. Ты объясни, полусношение прямо у тебя на глазах, только потому что ты мне это сказала прямо на льду. Прямо здесь на льду? Развлечь тебя спектаклем, коп ебет шапку? Девчонка дрожит. Лейтенант наблюдает на разговаривающуюся у нее глаз сцены, не зная, как на это реагировать. То есть ты думаешь, я такой? Девушка опускает взгляд, не держимость комод. Ну все, ты это заслужил. Жизнь тяжелая, поплачь. Начать плакать. Взгляд девушки прикован к проводам. Она ждет, когда это жалкое зрелище закончится. Внезапно наступает чудовищная тишина, а затем раздаются схлипы. Господи. Она поднимает взгляд, видит мужчину, давно переступившего 40-летний рубеж. Его лицо брюзгло от злоупотребления алкоголем в лезет, чем еще. Он громко рыдает. Проблема ведь не в шапке. Как бы то ни было, поверить не могу, что ты стала бы употреблять настолько неприличное выражение разговор с полицейской, что тебе не помешало бы надеть шапку. Ее голос слышны материнские нотки. Я свою тоску тоже заглушаю, как могу. Жизнь сущий кошмар. Вообще поплачь, это помогает. Злейся, напряжение слезай, тогда, возможно, мы сможем поговорить. Я буду здесь. Лол. Это было странно. Во время твоего припадка лейтенант смотрел в сторону, сейчас таки обращается к тебе. Теперь где? Да. Я избегаю разговаривать с чувством, особенно на службе напугает это исключительный случай. Что случилось? Возможно, он дастся лейтенанту убедить, что я просто в работе так ли просто в этом будет убедить себя? Прорыдазм. Уверьте же вся ловко, хитро продать. Не уносите кем, это была всего лишь уловка. Именно, ну кому придет в голову плакать на людях, серьезно? Даже если так, не могли бы вы в будущем воздержаться от эмоциональных срывов на службе? Тот факт, что торгаем это полулегальная организация, означает, что мы должны демонстрировать силу духа в 2 раза усерднее, чем любое другое полицейское подразделение в мире. Слабость — это сила. Нет, когда от вас требуется быть воплощением силы. Это просто слабость. Фу, это же типичный мачизм. Возможно, мы в Леошо здесь нашли дать именно этого. Кажется, кто-то тут щадит твои чувства, потому что на щеках у тебя по-прежнему блестят слезы. А что, ничего серьезного. Вы в состоянии продолжить работу?
Конечно, суперзвезды всегда поднимаются, но ноги не сдаются. Let's go. So, like, seriously, what's eating you, man? There is a hint. Здесь взгляд мелькает намек на жалость. Her hair is dyed blonde. У нее бесцветные волосы с отросшими темными корнями, глаза густо подведены черным, с такой грубой мальчишеской внешностью едва ли можно назвать привлекательной. Выпадеть. Да, я второй I попробую. did, and I'm sorry. Кажется, совершенно неделю. Хотя понимаю, что на извинения далеко не уедешь. Поэтому Поэтому я и не стал заходить в палатку. Типичное пример нарушения закона. You don't get to choose your posse, they choose you. Mine are idiots, but they're mine. I tried to talk Andre out of it. Здесь следовало лучше стараться сбивать копы со следа, это не I шуточки. know. I should have been able to control them, and I will in the future. I Какой promise. странный диалог. May I ask? What did you tell them? Приму решение, когда разберусь в Oh, церкви. right. That's wise. Take your Не time. здесь мне I минут. was wondering when you would come around. What's up? Кажется, кое-что превращает мою жизнь в сущий What ад. is it? Думаю, дело в бедственном положении рабочего класса. А люди постоянно ставят свой корыстный интерес превыше всего общего блага. Oh, really? Ага, никто не понимает, что иногда прогресс требует жертв, это очень So, угнетает. the thing that's got you crying in front of strangers is the slow pace of social progress. Не пойми меня неправильно, сам я за постепенный устойчивый прогресс. Просто мне хочется, чтобы люди были чуть более рациональны, вот и все. Нет, мне кажется, дело не в No, этом. it sounds like you just got chick issues. Сейчас, когда ты это сказал, я нашел письма, которые сам до этого выбросил. Возможно, они с этим как-то связаны. Okay. Why do you Даже think они that? немного пахнут жвачкой, я до сих пор слышу этот запах, даже несмотря на все это дерьмо. Wow, man. Ты даешь, That's дядь. pretty Она symbolic. довольно символично, Don't you тебе think? так не кажется? Да, я тоже подумал, что это очень символично. Okay. What Они else? написаны женским почерком. Господи, как же хреново мне становится, когда их There читаю. you have it then. Ну вот и твоя Chick проблема trouble. с телочкой. Никакой Not политика. political Кто она? after all. Who was she? Я ее не видел и уж точно ей не звонил. Вообще не помню. Really? Кажется, она You тебе seem to be поверила. pretty Похоже, ты upset все равно about this грустишь из-за speaker. ЧК. Может, тебе удастся вспомнить про нее хоть Are что-нибудь? you sure you don't remember Я помню anything только about her? запах. Wow, man. Да, чувак, это очень That's some странно. pretty strange shit. Потерять плечи, чтобы согреться. А ты уверен, что Are это you письмо sure the предназначалось letters were for тебе? you? Уверен, разве иначе меня бы зацепило бы How так come you сильно? don't remember Ну как them? так вышло, что ты ничего не Is it помнишь? like То, что some типа у тебя такая избирательная selective память? memory thing? Погоди, что ты имеешь в виду под избирательной Man, памятью? when I get hurt, I just want to forget that shit, you know? That kind of Я думаю, что дело скорее в том, что selective она memory. написана таких чертей, что она прочтет всю память об этом мире. Yeah. А, или Or it так. might Я be даже that так сильно обдолбалась This one бухлом, time что I тоже did все so забыла. much booze that I forgot too. It's obvious Все начинено, чтобы долбась она не только бухлом. Or it might just be Или some может быть у тебя psych просто с bullshit, психикой you не в know? порядке, какая-нибудь типа, Clinics time wank. какие у них штанская дрочки, что такое? You know, Ну знаешь, the занутое psych дерьмо, thing которое у they've них got там going on происходит. there. Богатеньким people нравится, а like люди в Киргизстане в People основном in богаты. Kyrgyzstan are mostly rich. Ну спасибо тебе тогда за сеанс You're психотерапии. welcome. Might be for the best to keep Хотя, that может, shit тебе и forgotten, правда though. лучше не вспоминать об Just этом, my если это opinion. лишь мое мнение. If Если it чешется, itches, не чеши. don't scratch. Блин, интересный разговор внезапный. И девушка. Ладно. Я не буду сохраняться тут, попробую с ней потом переговорить еще заново. Мне интересно другие варианты попробовать. Может, авторитет посмотреть, как сработает. Но порой неудачи в игре даже интереснее удач. Очень прикольно. Ладно, закончим пока на этом. Всем большое спасибо и увидимся. Удачи. Пока-пока. И с Новым годом всех. С прошедшим или наступающим. Тут уж как получится. Пока.